Здорово, 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 ребят. Ну чё, продолжаем проходить того самого третьего резика. Погнали. Сюжет. По идее, там до конца игры не очень много осталось. Спускаемся мы после больницы в какую-то типа шахты или что-то в этом роде. Загрузочка. Так, ну, в принципе, что у нас? Инвентарь. Угу. Надо не забыть вот этот ствол израсходовать и потом пользоваться другим, более скорострельным. Так, вот тут у нас где-то Хантер. Это я помню. Он там стоит, бедняга. Ладно, не будем его тревожить. Пусть себе стоит. Зачем лишние патроны? Не будем лезть на рожок. Тут, по идее, да, все спокойно. Нам туда. Оп. И такое? Патроны для пистолета. Ну, что-то какая-то, ну, херня, как бы. В последнее время маловато патронов именно для пистолета дают. Это заговор? Не будем быстро передвигаться, то мало ли. Какая-нибудь падла сейчас выскочит. Кстати, давно не месяца не было. Видимо, это путь под землю. Ну, видимо, да. Вон тут эти фуры амбреловские стоят. Амбреловские. Тут у них какой-то или склад, или что-то такое. А этот здоровенный лифт. Слушай, мы на таком лифте подобном, помню, этого Биркина катали. Докатали. Пока он не развалился. Ну да, как раз он тут эти, как он, под сиськи выемки. Тирана мы мочили за Леона на таком лифте. Ну будет глупо, если сейчас какая-нибудь падла выскочит здоровенная прямо вот в этот момент. Это будет вообще тогда просто пародия на вторую часть. Ну, слава богу. И как никто в больнице этого не заметил? Чего этого? Здоровенного лифта? Больница-то наверняка секретная, раз уж там доктора всякие с вакцинами тусовались. Ну, наверное, вот эту штуку надо опустить, да? Тут лестниц никаких. А, вон туда, походу. Нет, слушай, туда никак. Ну давай к этому, к этой херне подойдем. Да, это единственное, что можно тут дернуть. И че выше? Зачем тут маленький вентилятор? Пердеж развеивать. Ну, допустим. Угу. Не зря тут сохранения всякие и так далее. Сейчас будут, наверное, кошмарить. Магазинная сумка. Снова дают нам ячейки под лут. Все, это максимально. Больше не будет. Это последнее. Уведомление в лифте. Всем работникам. mr.toaster.
Чё-то я поспал. Здорово. Ну, доброе утро, ёптить. Я сам-то тоже встал в 4 с чем-то. Тостер. Давно начал. Да, как обычно, в 6. Сейчас всегда. Днем стримы в 2, вечером стримы в 6. Не отстаем от графика. Так, всем работникам. Мы раз, два, три, русский язык. Мы выявили проблему с электрощитом, связанную с тем, что одновременное использование тяжелого машинного оборудования перегружает его и приводит к перегоранию предохранителей. Если вы столкнулись с подобной проблемой и не можете запустить лифт, сохраняйте спокойствие. Соберите предохранители со вспомогательных генераторов, расположенных вокруг склада, и используйте их для запуска основного генератора как можно быстрее. Но это говорит о том, что сейчас какие-то генераторы надо будет собирать, и может быть даже головоломочка какая-нибудь будет. Кстати, я заметил то, что в этой игре очень мало головоломок. Это прям упущение, я думаю. Во второй части их было чуть-чуть побольше. Так, ну все. Сохраняемся. Ну, в принципе, тут ничего не произошло. Давай на первый слот и бахнем. Ништяк, то что тут быстро сохранение проходит. Так. Ага. Но мне вниз и будет сейчас до хрена народу, скорее всего. Вон там у нас этот седой утырок стоит, который, скорее всего, у нас будет работает на Umbrella. И мы сейчас будем на этом пятаке бегать. Бегать и получать по щам. Так, подожди. О, взрывчаточка. Не торопимся. Так, погоди, взрывчатку я помню тоже собирал, поэтому пока мы рядом, давай-ка мы скрафтим еще что-нибудь пострелять себе. Была же где-то. Помню, что я брал, короче, вот эту баночку со взрывчаткой, но нигде ее не использовал. Это использовал, походу. Ну ладно, подожди, нет. Я ее с собой оставлю. На тот случай, может быть, лут какой-то внизу валяется. Так, ну что, погнали, блядь? Нет, тут никак. Его бы прямо отсюда мочкануть, было бы в тему. Прям подробненько лучше посматривать, потому что так как у нас финал, сейчас меньше будет патронов даваться и подобной херни. Так, вот эти вот ребята что, будут вставать, не? Не, они чисто для декорации. Да. Но они, скорее всего, потом встанут. mr.tost. При любой возможности. Весь день спал. Там, наверное, по погоде все плохо. О, вот тебе и пожалуйста. Восстановите питание лифта. Ну, у нас, кстати, да, что там за бортом я сегодня тоже глянул. Вчера, если был снег, то сегодня дождь и все плохо-то. Ветер, осень во все. Короче, полная жопа огурцов. Так, восстановите питание лифта. Найдите предохранители 3 штуки. Тут все и закончится. Думаешь, это все? Сраный ублюдок. Предохранители, вот сюда их надо, да, запихать? Да, 3 штуки как раз. О! Снегири падают. Шустрый пидор.
Да чё он так уебански перемещается-то, блядь, а? Где он? И не подыхает. Сейчас, походу, будем загружаться, да, но? Все? Нет, еще не все. Все, теперь хона. Хона мне. С дробаша надо мочить. Да давайте догрызаем. Еблом своим трясет, но такой хер, короче, у нас встречался в дополнении второй части. Угу. Давай так сделаем. Падай. Лежать. Я хоть поменьше патронов потрачу. Надеюсь, он понял. Да. Не жилец. Нет, я в него... Тлеющий уголек. Зачем тебе его прям убивать? Чтобы не мешался потом. Он же будет по всей локации стопудово за мной бегать. Ну охренеть, я на нем предыдущем 40 патронов спустил. Конечно, до хрена мимо попал, но да, ладно. Почище будет просто. Мне же по-любому назад возвращаться, чтобы предохранители вставить. Они потом мешаться будут, надо сразу чистить локацию. Потом паровоз соберешь и будет до хрена, как бы они будут только мешаться. mr.toaster. Срочно скачиваем моим Хиро. Игра для обучения стрельбе. Ну да, походу. Слушай, мы раньше, помнишь, в этом, как у Мархухн, как-то так она называлась. Короче, петухов мочили. По-моему, тоже как бы неплохо обучает стрельбе. Там петухи летают у тебя по экрану, блин, с разных сторон, и ты типа должен их быстренько расстреливать. Я думал над этим, кстати. Так, предохранитель номер 3. И мы, короче, вообще, в принципе, во всех участках вот этой херни должны побывать. Давай, меняем оружие. Лезем вниз. mr.toaster. А мне надо что-то для правописания, Мархант. Мархант называлась, а не Мархухн, как-то что-то такое, нет? Для правописания это, блядь, словарь Даля, словарь Ожегова, ну и так далее, как бы. Больше надо читать. Ты визуально запоминаешь правописание слов и пунктуацию. Профит. О, собаки. Так. Ну, собаки это дробаш. Тихо. Опа. Попались. Че грохнуло? А, вот этот ящик упал. Не, ну слушай, собаки более-менее обошлись. Вон там зомби. Я по теням вижу, то, что там зомбари стоят. Давай-ка мы собак, наверное, подождем на всякий случай. Вдруг они тоже имеют свойство вставать. Ну это как бы в жопу. Тлеющий уголек. Люди как-то умудряются без перекрестия попадать, высчитывают центр экрана и ловят цель на этой точке. Да, как, у него, наверное, эта козявка в середине экрана прилеплена, как бы. Вот где-то вот тут вот. Блять, подожди, вот где-то вот тут вот. Козявку прилепили и нормально.
Некоторые люди вообще умудряются эту игру как бы пройти с одним ножом. Блять, как? Как Карл вообще ее с ножом одним пройти? Тут иногда такой как бы пиздарец творится, то что, ну, блядь, тут у тебя будет, если даже джедайский меч у тебя, блядь, не получится ее пройти. Ну, по крайней мере, я не знаю. Мне это в голове не укладывается просто. Безбашенных-то полно, как бы, которые там просто себе челленджи создают и проходят одну игру там 10 тысяч раз. Мне настолько терпения не хватает. Я как бы один раз игру прошел, и потом мне в нее лобать уже не очень интересно. Еще раз проходить. Ну как бы, камон. Нового контента явно не завезут. Тлеющий уголек. На уворотах видим. Да, блядь, ты задолбал. mr.тостер. Морхухн так вроде точнее. Вот, Мархухан, да. Ну как-то так, короче, я помню, что лобали. Их там еще несколько частей, там зимой этих петухов надо было стрелять. Черт, тупик. Хотя... Тут проблема в том, что тут надо в основном хедшотить. Дело в том, что вот эти вот пидоры вот так вот башкой трясут, и очень сложно в них попасть, как бы. И причем все как бы башкой колбасят по-разному. И надо быстренько сосредоточиться и стрелять. Я не знаю, блин. Я уже какую, получается, вторую игру прохожу с таким геймплеем, как бы, но пока что не очень. Ай, блин. Но они быстро это делают, я не знаю. Ну, это как по движущейся мишени, блядь, стрелять, и когда у тебя снайперка. Это не очень, кстати, блин, прикольная тема, когда в шутерах, ну, там, в шутанах любой, блядь, сложности тебя заставляют стрелять по бегущему какому-нибудь человеку с этого, со снайперки. Тяжеловато же попасть. Тлеющий уголек. Ну это надо запоминать, видимо, их мувы. Да, возможно, ты прав. Что-то вот не так. Причем они же все по-разному двигаются, по-разному застревают. Ну, в этом-то, наверное, и есть прикол, как можно больше из тебя патронов вытащить, чтобы у тебя survival пошел. Как бы конкретно задача в том стоит, чтобы у тебя было минимум патронов, и ты такой в ахуе бегал, короче, и лутался при первой возможности. Отбивался ножом, переигрывал и так далее. Там, кстати, где-то ачивка брякает. Где она ходит? Вон, девочка. Так, подожди, давай мы ничего пока опускать не будем. Давай наверх сбегаем, посмотрим, что там есть. Это дверь. Еще лифт. А нет, я не отсюда пришел, это точно. Здесь вообще что? О, понятно. Здрасте, блядь. Давай эту хрень опустим. Это вот, это вот этот лифт. Макс Ланг. Привет. Здорово, Макс. А чё они дверь не выбивают? Они должны уже вовсю на меня нападать и пытаться меня загрызть. Я думаю, их там 3 человека, может дробаш схватить. Ладно, в рот ебать, погнали. Девальфо от bmd.gg. Доброго времени суток. Я походу в стенку там стрелял. Здорово, вот тут. Ку-ку. mr.тостер. ООО длинный Макс. Ебачьи уши, а чё они затупили, что ли, ребят? О, там эта падла ходит. Короче, давай-ка мы дробаш возьмем. Ну и в жопу как бы. Эй, заряжаемся. Сначала этого пилим. Бля, тут баллоны валяются с кислородом, видимо, а я тут ножом играюсь с огнем. Как бы, по идее, такой баллон должен как следует бахнуть.
Как поджар? Нет, уже он плохо горит. Не до конца прожаренный, альдента. Записка работника. 12 сентября. Принято в Н2. 45 мужчин, 32 женщины. Ликвидировано 60 мужчин, 89 женщин. 15 сентября. Принято в Н2. 55, 19 мужчин, 51 женщина. Ликвидировано 76 женщин. Возвращено 8 женщин, не заражены. К чему это вообще? Блин, как-то херня, короче. Странные записочки эти. По идее, вот эти баллоны, если они под давлением, а я тут ножом вот так вот по нему долбану, то он должен взорваться. Или я не прав? У нас вот на работе рядом со сварщиком курить запрещено, потому что немного улетишь нахуй на Луну. Так, 3 патрона целых дали. 3 зомбаря, 3 патрона для дробаша. Охренеть вообще. То есть 1 труп, 1 выстрел. Чумовой расклад. Так. Да подожди, ну, женщина, ёп. По идее, вот таким образом. Макс Ланг. По идее, ты травой лечиться не должен. Так что не умничай, ха-ха. Ну, подорожникам в детстве бабка завещала, вылечиться можно. Тостер. Нет, не должен, если он пропускает или его нагреть, то тогда да. Ну, а если там какая-нибудь утечка микроскопическая, я не знаю, почему бы нет. Ну, есть же такие там, типа, фишки, то, что там вентиль может сорвать, еще какая-нибудь хрень. Все возможно. Надо, блядь, к баллонам лучше не подходить с подобными сигареточками, еще с чем-нибудь. И подорожникам лечиться тоже не вариант. Ну, пробовали. По-моему, что там еще можно было, как его, математику, кажется, приложить, если коленку разодрал. Короче, мы в детстве... Тлеющий уголек. Травы бывают разные. Ну, да. Я помню, в детстве мы постоянно жрали зеленую, то есть жрали зеленую малину. Она еще даже поспеть не успевала за домом. Щавель жрали возле дома, который растет грязный, блядь, пыльный весь. Потом мышиный горох жрали тоже. Я колбу прикладывая, ха-ха-ха. Кстати, вот, допустим, алоэ. Я помню то, что мне мамка в детстве закапывала сок алоэ, короче, с легонца подогретый в ухо. Но это самолечение, так лучше не заниматься. Подобной хуетой можно, блядь, вообще просто слуха лишиться, нахуй. Когда уши болят, лучше к врачу обратиться. Правильно лечатся в больнице, а курить в курилке. Вот именно, потому что только врач знает, какое конкретно у тебя заболевание, потому что их очень дохера, и точно поставит врач только диагноз, а не какая-нибудь бабушка, мама, еще что-нибудь, которые любят своего ребенка не отводить в больницу, а какой-нибудь херню ему напичкать и пусть мучается еще несколько недель. У меня такая херня в детстве была. Попала вода в ухо, и, короче, начало ухо Все болеть. хорошо в разумных пределах. Ухо начало болеть, стрелять, короче, и мамка начала мне закапывать всякие лекарства в ухо, короче. Вот, и как бы ничего не проходило. Пришли к врачу, он говорит: вы что, пизданулись, мамаша, нахуй? А если бы он сейчас слух потерял? Потому что там вообще труба, вот там отит начинался, и причем какой-то серьезный. Вот так вот. Даже может перепонка от нагрева внутрь, ну, аж 2 перепонки, внутренняя и наружная. И от нагрева, если там что-то не так, может перепонка лопнуть внутренняя, и пизда твоему слуху, короче. Так что компрессики, хуесики, это надо, чтобы врач назначал. Так, все, по идее, по-моему, я сохранился. На всякий случай перепроверим себя. Тлеющий уголек. Да, где-то что-то услышали, и давай на себе эксперименты ставить. Вот-вот. Бля, тоже вспомнилась херня, короче, мне однажды какая-то то ли тетка, то ли что-то крестная, короче, от прыщей, по-моему, сказала, типа, то, что чтобы прыщ, если чешется, надо его послюнявить и ногтем продавить на нем крестик, блядь, чтобы он не вырастал еще больше.
Камон, блядь, это что работает? Я не знаю, это такая чушь вообще. Бабки на вот эти вот там типа плюнуть, кинуть через себя соль, там 3 раза поплевать. Ебаное мракобесие вообще. Это пиздец. Я думаю, если так бы люди лечились, короче, то мы бы, наверное, сдохли все от дизентерии, блядь, где-нибудь еще лет 100 назад просто. Нахуй пенициллин, как бы типа вау. Можно поплеваться и приложить к себе подорожник к жопе, как бы, допустим. Почему бы нет? Причем, что характерно, у каждой бабки есть свои рецепты. Типа там, сварите луковой шелухи, короче, обклейте ей морду, блядь, и к вам придет суженый на 9-е полнолуние, блядь. Опять порох. А это уже мелкий, короче, порох. Там ебака какая-то выскочила. МР.Тостер. Да, это мелкий порох. До пенициллина бы не дожили. Думаешь? А может дожили бы? Кто знает. Опа. Опа, Степа. Погоди, погоди. Не достанешь. Уебашка. Сука, и он свалил. Ебнул меня чуть-чуть и свалил. Ну, подожди, блядь. Стой, 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 стой. Может он там внизу в углу стоит? Я считаю, что мыло и пенициллин — это два гениальных изобретения вообще человечества. Ну и, конечно, поссать на ранку. Все же, да, по-моему, знакомы с этой хуйней. Типа палец порезал, возьми туда на дудоне, если, короче, это... Если нет ничего такого. Типа антисептика и так далее. Так, второй предохранитель на месте. Прикольно, если в играх сидишь, ну, как бы лобаешь какой-нибудь Far Cry, короче, ну, или, блядь, тот же самый Resident. Персонаж у тебя поранился, нужно его срочно обоссать. Постал. Постали мы ссали. Это прям одна из... на тот момент была охеренных механик игры. Я такие, вау. Ну, мы же дети тогда были. Просто там с любой писькой пердильной шутки смеялись. Так что... Как это персонаж может ссать охуенно. А кошака как на дуло натягивать. Вообще красота. Погоди. Что у нас по здоровью? А, ну нормально. Меня даже ебака особо не задел. Ну, ок. Я думаю, надо, короче, с порохом. МР.Тостер. Прорывная механика почки когтя. Че, почки? А, почки как КТЕ? Ну да. МР.Тостер. Или куи, как оно правильно называется. Во. Я наконец-то скрафтил себе еще немножко патронов. Для дробаша они пригодятся. Дробаш и магнум — это очень важная в этой игре штуки. Так, ну что, 2 предохранителя есть, давай сохранимся еще разок. Коль бесплатно-то. Только не совсем понятно, куда дальше-то идти. Может быть, я там что-то пропустил. Ну, типа, они же тут коридор на тебя ведут, по идее. Давай вот здесь разок еще раз спустимся. Нет, не тут. Не тут, а вот тут. Надо смотреться повнимательнее. По-моему, где-то можно или протиснуться, или что-то такое. Уже типа коридор какой-то. Нет, нихуяшечки. Еще даже не проползти никак. Ну, блин, даете. Ладно.
Пойдем как ведут. Как ведут. Вот так пойдем. Где-то третий предохранитель. Может тут? Вот тут он где-то. Либо он у кого-то из этих ребят в очке. Хочу перестраховаться. Попробовать их. Во-во-во. Что и требовалось доказать. Ёбаный ты смешной. Ты чё? Мужик, блядь. Взял за лупу, мне на башку одел свою. Слушай, ну тут с каждым, наверное, да, такая проблема будет. Подожжем всех. Хорошечно. Этот получше уже прошелся по мне, блядь, кстати. Ну разок дернули, ничего страшного, я думаю. А так бы они троем встали. Тихо. Аккуратненько себя ведем. Все. Точно в очках, в очках у вас ничего нету, да? Пусты как пробка. Первый нужен предохранитель. А у кого он тогда? Здесь же он не может валяться? Нет. Пошли заново. Либо я где-то что-то пропустил, либо где-то какой-то должен быть ход, проход, я не знаю. Так, отсюда мы можем двинуть только наверх. Потом здесь я брал предохранитель. Здесь собаки были и патрон. Я какой-то проход не заюзал. Какой-то из этих двух. Их же тут два. Да? Да, у нас тут получается лифт. Лестница, по которой я спустился. Тут повнимательней. Нет, ни хрена тут нет. Где-то должен быть проход или что-то такое. Погоди. Нет. Показалось. Вот тут какие-то тоже проходы. Стой. По-моему, вот здесь можно подняться, но тут ни рычага, ни хрена нету. Скорее всего, вот там. Где красный свет, там, скорее всего, у нас какая-то платформа или просто предохранитель валяется. Давай посмотрим, как сюда подняться. Так-то же она должна действовать. Угу. О. Ну вот этой попробуем сейчас подняться. Надо вот в сторону, короче. Как-то добраться. А, ну и все тогда, что? Я просто вот сюда, короче, не сходил. Вот она в чем ошибка. Наверное. Так, отсюда мы поднимаем нижнюю платформу. Она сейчас тут должна нарисоваться. И по ней мы проходим вот туда, к лестнице. Видишь, немного невнимательно пробежался. Вот и ошибка. Высококачественный порох. Но это большая банка. Подождем, пока еще мелкую банку не дадут.
Что? Кто-то хрюкает. Он либо отсюда выскочит, либо по прямой побежит. По прямой вряд ли. У меня тут пару ударов, кстати, осталось. Но если Хантер, то один его. Он может, в принципе, заваншотить. Угу. Стандартные ребятишки. Да, я ошибался. Понятно? Ха-ха-ха, не попал. Уёбок. И спрятался. Но вот эти ребята не спрятались. Блин, они разбрелись тут все. Разбежались по углам. Давай попробуем их сверху как-то выцепить. Угу. Так мне их не пострелять. Давай попробуем со ствола. Да, получается, слушай. И он упал. Но они, блядь, имеют свойство вставать, вот в чем проблема. По-моему, второй упал. Ребят, ну куда? Блядь, бегают вдоль ограды. Шустрики. Как-то в тень куда-то мочу, вообще я его не вижу. Лысый? Да, блядь, лысый. Лысый самый борзый, короче. А тебе лысый? Я телефон не скажу. Тут еще упал. Но я их не вижу. Тут только лысый бегает. Все. О. Вот ему в плечо там долбанул. Давай, короче, последние 2 патрона. И пойдем туда воевать. Так, у нас эта падла валится хорошенько с одного выстрела вот этой штукой. Давай, открой ротик. Шац. И ребята встали. Замес. Замес не вижу, ну, блядь. И все. И заебенили меня. Надо быстренько повернуться. Стрельнуть в одного, в рыло ему прям, чтобы он пока упал. Но почему-то, кстати, у него по нему урон не прошел. По идее, им одного раза достаточно. И потом долбануть по второму. Точнее, по всей толпе. Как-то. mr.toaster. А чё он такой? Какой? Кто из них, точнее? Так. Сначала с этими разбираемся. mr.toaster. Большой. Ну, как говорится, какие, чем богаты. Но они это же клоуны с канализации. Выходцы. Это потому что всякие телки бросают прокладки. Смывают в унитаз, втулки, прокладки. И потом вот такая хуйня вырастает. Вот и все. О, слушай, этого прям не это. Страты патронов, походу, получится завалить. Да? Он и так норм сгорел. Так, давай этого тоже по-быстрому. По-быстроляну. На расслабоне, на чили. Давай, 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 гори. Ай, блядь. Нет, этого не получится. Ну, тоже неплохо. Буквально пару патронов я на них потратил. mr.toaster. Так и знал, что тут замешаны девушки, вот прям чувствовал.
Ну, ты за бабу лобаешь так-то. Так что... Тут в любом случае бабы замешаны. Но... Смытые прокладки и унитаз к добру не приводят. Сначала забивается сортир, потом это все идет по канализационному стоку, и потом вырастает такая ебака, и все, и хватает тебя, и ваншот. Добираться до этой залупы долговато, конечно. Долго бежать приходится. Так, отсюда, вот сюда. Блин, а может быть короткий какой-то путь есть? По идее он должен быть, если ты выходишь, получается, вот отсюда. Я ж короткий путь открыл. Короче, надо в другую сторону, по идее, топить. Ладно. Все вот эти вот маленькие локации, они объединены вот этой вот херней, там где сохранение. И оно, по идее, должно быть почти за стенкой. Вот тут, когда заходишь. Так что вот. Так, отсюда, вот сюда. Потом сюда. И сюда. Включаем вот эту хрень. Наверное, сначала... За все хорошее против всего плохого. Надо, короче, сначала долбануть, получается, вот в эту здоровенную ебаку, пока она не сдохнет. Потом уже разбираться с мелочью. МР.Тост. Блин, коммент не прошел. Давай, открывай рот. Не прошел урон. Все, видишь, он херак и сразу же убегает. Пока вот эти ребята нас не догнали. Давай. Все, завалил. Тихо, тихо, тихо. Ну, прикольно, что, короче, пока у тебя проигрывается анимация подъема на лестницу, они тебя завалить не могут. Это здорово. Так, погоди, ну куда ж? Берем, короче, дробовик с собой. Потому что... Нет, патроны у меня еще, кстати, остались. Но их много. Нужен дробаш. Все, никого. А че стоите-то? Че стоим, кого ждем? Ну давай так. Половина полегла. Почти. Вот любят они по 6, по 10 зомбарей наваливать. Вот, догорит. Ну падай ты, ёптит, ну смелее. О, норм, поджигаем. Бегом, пока не встали. Лежать. И вот это плохо подгорело. Все, там больше никого. Да, всех спалил. Ну, уже лучше, уже лучше. Я, получается, с дробаша ни одного выстрела не потратил. Пистолета только не осталось почти. Да и хер бы с ним, сейчас он не особо пригодится. Так. По-любому это падла что-то охраняло здоровенно. Травы дали. Заебись. Это у нас барыга, короче, местный был. Предохранитель. Оп.
Порох, граната, еще порох. Для дробаша сейчас скрафтим. Высококачественный порох. А это просто обычный. Попутал маленько. Ну да, все. Больше тут ни хера не сделаешь. Все, вот он, первый предохранитель. Ну, поехали. К бабе за орехами. Все, по идее, назад там. Тех я вроде завалил же, да, придурков? Да, я их завалил. Сейчас по короткому пути двинем. Будет норм. Так, вот отсюда, да, мы выходим на сохранение. И потом вот сюда. Чик, вот и быстрый путь. Крайне. Следуйте за Николаем. Николай Соболев. Николай, я думаю, что он наверху. Он уже свалил отсюда. Черт, он смылся. Что Он- он здесь делал? Трусливо бежал с поля боя. Увеличенный ствол, револьвер. Это для магнума, да, скорее всего? Это же у нас револьвером не является. Да. Да, это для магнума, короче, приблуда. Колясик наш свалил. О, мы сейчас сюда ее сразу же запилим. Где он? Вот, громовой ястреб. Ту-ту-ту-ту-ту. Да. Он теперь мега громовой ястреб 44 АЕ. Не знаю, нужен ли он сейчас. Давай, наверное, выложим. Оставим для лучших времен. Это все на финалочку. Что-то можно дернуть. Чтобы дверь, наверное, открылась, да? Ну, давай дернем. Стой, я не записался, блять. Надеюсь, позволят. Джилл, Лысый. Тайрелл, я пробился. Они готовы к переговорам. Он заражен. Они отменят удар, если... И это охренительно, если... Если мы отдадим им вакцину... До запуска. сколько у нас времени? Так это же, ну, блядь, ну очевидно, ну, что это наеб. Ну, блядь, они сейчас и вакцину получат, и удар ебанут. Вот и все. Ум есть у них, нет? На что они рассчитывают? Это же, блядь, здоровенная корпорация. Пару часов, максимум. Тогда поспешим. Сюда. Погоди, лысый. Мне он, кстати, вот вообще не нравится в плане том, то, что он что-то прихрамывает, поскуливает. Скорее всего, он заражен, и потом он только проблем доставит. Я бы его сейчас прямо завалил. Чтобы он потом не мешался. Вакцина должна быть там. Вакцину, по идее, вкололи Джилл уже. По идее, она есть в ее крови. И если хорошенько взять анализы, подумать, блядь, то можно сделать прямо из ее крови вакцину. Может, тебе отдохнуть? И потерять время. Я тебя прикрою. Ну ладно, за дело. По-моему, она сама себя в плане, ну, в этом состоянии прикрыть, потому что у нее тут целый, блядь, армейский магазин за спиной болтается.
Лезет. Ну точно. Я же говорю, давненько его не было. Что она хотела этим пистолетом сделать? Мы близко. Нет. Ну, пиздарики ему. Вот реально ее ничему в жизни не учит. Она его жгла, она его, блин, взрывала. А она его придавливала этим какого тяжелой какой-нибудь херней, там, не знаю, полдома на него свалила. Сколько в него этих гранатомета патронов сандолила. Она стреляет в него с пистолета. Что, блядь? А за спиной у нее гранатомет висит. И премию Дарвина получает Джип. О. Хорошие двери, слушай. Удержали. Найдите вакцину. А Лысого заебенили. Это печально. Кстати, его могли и заразить. mr.тостер. Обферту масти. Ауе. Нет, это просто декорация. Че, уже эвакуация? Че так рано? Тут какой-то нужно мегакод ввести, которого у меня нет. Кстати, у этого чувака случайно карточки не валяются? Нет. Ключ для разблокировки. Ну ок. Сейчас найдем. Угу. Комнатка сохранения как раз. Правила сотрудников Nest 2. Вниманию сотрудников Nest 2. Этот центр исследования Т-вируса ставит несколько иные цели по сравнению с основным Nest. Здесь мы изучаем реальные проблемы, связанные с появлением нового биооружия. Например, необходимость новых вакцин против Т-вируса и средств подавления биооружия. Некоторые стороны нашей работы сопряжены с риском, поэтому от всех сотрудников требуется строжайшее соблюдение правил. В частности, незаконное проникновение на территорию, удаление рабочих данных или материалов повлечет суровые дисциплинарные меры. Работать в величайшей исследовательской корпорации мира – большая честь. Мы делаем революцию в науке. Помните об этом и не отступайте от инструкций. Охуительно познавательная записка. Карту дали. Слушай, ну тут большая локация, походу. Хотя тут, в принципе, по всей игре больших локаций нету. mr.тостер. Кто выращивает траву в исследовательском центре в горшке, что закончу? Ну, видимо, эти, как его, ботаники. Или приближенные к этому люди. О, слушай, у меня еще порох есть. Сейчас мы как накрафтим себе еще пострелять. Та-та-та-та-та. Ран для револьвера у меня вот 8 штук, и все. Но их, наверное, будут ближе к концу давать все равно. Как показывает практика. 2 пороха это, по-моему... 2 пороха это для пистолета. Нет, я выложу. Одну траву только оставлю. И вот это вот. Потому что может быть несколько квестовых предметов сейчас. Переписываем там Карлоса какие-то сохранения. А кстати, там на этих, на иконках сохранения он все равно в этой папахе вместо волос. Что за дебил ему, интересно, решил такую прическу сделать? Я в глаза ему хотел посмотреть. Блять, вот как раз высококачественный порох дали. Давай мы, наверное, пока с него ничего делать не будем, но запомним то, что он есть, как бы, если что, то 5 для дробаша патронов можно будет забацать. Переключаемся на пистолетик. Так, у нас вот эти ребята, что? Нет, это до сих пор декорации. Но они, может быть, потом все равно станут.
Как показывает практика, сначала ты типа их убивать никак не можешь. Привет, дружище. Лайкос тебе за крутой стримейц. Здорово, Спектр, спасибо. Ага. Слушай, ну, в принципе, знакомые декорации, я что могу сказать. Он не том, что по второй части ты там тоже в конце по лаборатории шаребишь. Он сервак у них какой-то. Стоять. Тетя. О. Чтобы тетя не вставала. Блять. Ну ты же уже горишь, ну куда ты? Ну вот куда ты? Куда ты, блядь, лезешь? Ты серьезно? Охуеть. Вот как? Вот это как вообще? Сучара. Вот иногда они просто, ну, как бы тебя не трогают. То есть ты успеваешь вполне взять, их несколько раз ударить, они просто падают назад. И все, а некоторые же, блядь, просто, ну, прицельно прям встают, хватают тебя за ноги, им похер, то, что ты бьешь их ножом там 10 тысяч раз. Как бы. Нечестная хуйня, я считаю. Не буду пока сохраняться. Мне этот расклад что-то не очень зашел. Может быть, придется заново бежать. Все равно максимально попытаюсь патроны сэкономить. Это все-таки survival. Мать его. Так. Ну еще кто-то кверху жопой лежит. Не успел я до него. Отлично. Вот иногда прям хедшоты просто с копыт выходят. А иногда, блядь, просто он прицел башкой как мудила, и ты начинаешь, блядь, ты пойми, что творить. Так, вот еще патроны для пистолета. Хорошо, что до этого не скрафтил. Дневник Айзека Грейвза. Мне обещали щедрую зарплату и солидные льготы, но больше всего манила возможность поучаствовать в разработке суперсовременной техники. Для университетского преподавателя из захолустья это был шанс всей жизни, как выигрыш в лотерею. Так что я согласился и уговорил семью, и мы переехали сюда, в Ракун-Сити. Как говорится, где были мои глаза? Это не лаборатория, а логово монстров. Их жуткие эксперименты проводятся с одной целью – выяснить, как самым мерзким образом убивать людей. Нужно сообщить об этом, мир должен знать. Но каждый раз, когда я набираю в грудь воздуху, я думаю, наверное, воздуха все-таки. Тут косяк, короче, локализаторов. Я думаю о Пенни и Кейси, и вся храбрость улетучивается. Тут в городе все пляшут под дудку Амбреллы. Один парень хотел украсть данные исследований, так его скормили одному из бет. Бет я... Нет, это не здоровые штуки, которые рожа открывается, по-моему. Так, скормили. Я все это видел. А у меня жена и дочь. Ради них я должен работать и молчать. Но я пишу это, чтобы вы Илья знали. стратег вселенских игр. У Классная меня есть совесть, и я усвоил урок. Ну, такое себе. По-моему, в 2019 году уже надо отходить от этой фишки. А нет, игра 2020 года. В 2020 году пора бы уже отходить от этой фишки, лор подавать как бы с помощью записочек. Раньше как бы экономили на ресурсах, скажем так, консолей, дисков и так далее, чтобы побольше информации и получше лор передать, как бы атмосферу там и так далее, запихивали всю историю, сюжет по маленьким записочкам, раскидывали их по локациям, и ты бегал как бы и вроде как был увлеченно, читал как бы всю эту хрень и познавал лор одновременно, и разрабы особо не парились, оставляя основные как бы вот эти ресурсы на геймплей, там, боссов и графику. Сейчас, как бы, у них просто неограниченные уже возможности, как бы. Сейчас игры, блядь, до терабайтов, там, скоро, наверное, будут доходить. А все равно записочки.
Камон, чуваки, по-моему, ну, в принципе, я вот даже не знаю, как можно еще, блин, лор передать, кроме записок, флешбэками, по идее, вот сейчас. Флешбеки, кат-сцены. Как-то так. Третьего способа я пока что-то не вижу. Выходы частично заблокированы. Сотрудникам рекомендуется всегда иметь при себе ключ для разблокировки до завершения эвакуации. Это еще одна декорация. Так, у нас получается, я сюда зашел. Все, больше дверей нету. По прямой. Это операционная. Слушай, вот тут, скорее всего, не месяцы и делали, наверное. Большие массивные койки такие, явно не для человека. Но эти ребята потом встанут. А пока они смежные. Вон там сколько хантеров, да? Это хантеры же? Ну да. Это хантеры. Это у них прямо это была та самая лаборатория. Да что-то воткнуть надо. Синтеза вакцины. Поместите материалы в камеру. Только не говорите, что опять 3 пробирки, и мне надо будет что-то Синтеза? мешать. Мне что, самой все делать? Да, блядь. Ладно, Да, разберусь. блядь. Ну, будет отстой, если опять, наверное, будет мешать от 3 пробирки и вычленять нужное количество вакцины. Это будет фиаско, блядь. Надеюсь, они придумают загадку поумнее. Ну, в смысле, поинтересней. Поумнее-то нахуй не надо. Ну и все, да? Пачку патронов дали. Сколько тут? 3 человека, короче. Да, ну эти обязательно ребята встанут. Гадалки не ходи. Очерк о синтезе вакцины. О роли антигенов и усилителей в синтезе вакцины. Доктор Натаниэль Барт, это который убиенный там сидел в больнице. Старший научный сотрудник больницы Спенсер Мемориал. Чтобы создать наиболее эффективную вакцину, требуется как антиген, так и усилитель. Антиген отвечает за иммунный ответ, а усилитель повышает эффект такого ответа, ускоряя выработку антител. Ну, блять, естественно, усилитель будет повышать, усилять. Но то он, блять, и усилитель. Ох уж эта тавтология. Смешав образцы этих двух ингредиентов, ингредиент. Вроде тут опечатка опять. Не помню точно, как пишется ингредиент. Ингредиент. Ну, блядь, как пишется, так и... Как слышится, так и пишется, по идее. Буква И там должна стоять. Можно... Тут ошибки, кстати. Я начал замечать. Можно создать мощное сырье для вакцины. Наше оборудование позволяет с поразительной легкостью получить из этого сырья большие объемы вакцины. Более того, мои специальные образцы антигенов и усилителей максимизируют выработку антител, будучи в 1000 с лишним раз эффективнее обычных материалов. Возможно, так мы получим не просто вакцину, но и средства для полного уничтожения инфекций. Так я вот не понимаю, они либо биооружие разрабатывали, либо вакцину искали. Может быть и то, и другое, конечно. Ну, по-моему, они больше по оружию тут угорали. А как вниз? О, ачивочка. Видимо, не так вниз. Ну-ка, кольнем чувачка. Вот так вот мы опускаем. Ключ разблокировки успешно сгенерирован. Что тут у нас? Ключ разблокировки изъят. Флешка. Проверяем. Нет, это не по-прежнему не активно. Они пассивны. Найдите антиген, найдите усилитель. Ну, понятно, надо скрафтить вакцину. Но куда флешку-то эту запихать?
Может быть, сюда сразу же? Да нет, это для вакцин. Пошли назад. Ключ для разблокировки до завершения эвакуации. Надо в первую дверь, короче. Это единственное, что было там закрыто. Хотя можно и тут проверить. В связи с аварийной ситуацией входы и выходы частично заблокированы. Не, это просто сервак. Тут даже ни проходов, ничего. Ключ для разблокировки. Возможно, какая-то катсцена типа сработает, что где-нибудь окошечко лопнет, дверка откроется, что-нибудь в этом роде. Стандарт. Можно сохраниться. Почему бы нет? Чем вот этого пить кольнем? Это до сих пор эти как его декорации. Но явно не в комнате с сохранениями. У нас тут будут какие-то квестовые предметы. Поехали дальше. Ага. Ну давай, воткнем флешечку. Блокировка отменена. С ней даже делать ничего не надо. То есть во второй части ты как-то крутил предметы, что-то куда-то кнопочки нажимал и так далее. А тут вообще с этой херней даже не парились. Сотрудникам рекомендуется О, здрасте, Настя, блядь. Ну хотя бы тут один чувак только. в принципе ключ для разблокировки до завершения эвакуации. Подпали. Сама тема, если я их буду по одному выманивать. Их там по-любому несколько человек. Вот один там, я смотрю, лежит просто, отдыхает. Давай в него стрельнем. О, пополз. Но они как-то больше реагируют хорошо на это, как его, на дробовик. Вот так. Ну и чё? О, наконец-то. Сообразил то, что надо сдохнуть. Как-то в дополнение они станились, по-моему. Типа патронами какими-то или что-то такое. Так, там еще ползут. Слышу то, что хрипят. А, вот эта курва там стоит. Погоди. Курва, погоди. Декорации. Не будем пока его тревожить. Пусть он там стоит, дергается. Извещение о доставке. Груз Немезис, маршрут, буковки, короче. Дата доставки 1 сентября 98. Тип доставки материалы первого класса опасности. Дополнительная информация. Все перевозки на территории США осуществляются вертолетом. Соблюдать особую осторожность при взлете и посадке в избежание самоактивации при ударах от Тари. Мы в европейском филиале с нетерпением ждем ваших оценок новейшего прототипа. Рады предоставить вам для тестирования данный экземпляр. Он прошел множество испытаний, но обладает огромной разрушительной силой. Вы соблюдайте максимальную осторожность. Доктор Герман Франкль, главный разработчик. Слушай, а разве они не могли управлять этим Немезисом? Блять, курва стоит. Немезис же у нас хоть и оружие массового поражения, но им просто можно было управлять как марионеткой. Блять, ты сдохнешь, да? Жопа шла. Вот прикинь, сколько бы патронов у него ушло с пистолета. Просто все. С учетом того, что они еще дергаются, как паралитики. Так, там тот-то не спустился. Что-то я его не вижу. Не, он идет как раз. На шум, походу, пошел. Давай. Там еще сзади кто-то идет. Четыре патрона на каждого.
Так, я, наверное, успею. Все, бегим, бегим. Он застрял. Долбанем. Все. Ок. До сих пор не укладывается в голове, как с ножом люди проходят, а их же с большой долей вероятности могут схватить просто за жопу. Потому что вот, допустим, к этим ребятам близко не подойдешь, там сразу атака. Это надо в миллиметрах вообще высчитывать, при каком раскладе тебя нормально могут схватить. Взрывчаточку, кстати, дали. Мы ее потом закрафтим. Погоди. Надо наверх. Так, ну хилку мы с собой оставим пока. Надо будет вот за этим делом сбегать, потому что... mr.тостер. Может, они переходят на самой легкой сложности. Кстати, да. Тут есть доля зерно рациональности. Типа на самую легкую тему поставить, короче, и просто тебя особо никто трогать не будет. Ну, плюс еще, знаешь, там, если ты долбанешь один раз по чуваку, то он просто не сдохнет. Ну, точнее, один раз на легкой сложности ты херачишь по челу, и он просто с одной тычки умирает. Такой вариант. О, для магнума еще потрошки скрафтили. Для магнума пригодится. Так, ну и все. Да. Да, наверное, давай сохранимся, коли я уж тут неподалеку. И все, ладно, складывается. Чего ж нет-то? Лучше один раз потратить 2-3 секунды, чем потом полчаса переигрывать. Давай наверх. Наверх сгоняем, посмотрим, что там. Тоже какой-то ход. Пусть с ним, пойдем поверху. Короче, внизу усилитель какой-нибудь, да, а вверху как его, антиген. Хотя. Че он не падает? Заебись. Если бы я один раз ее не дотыкнул, она бы у меня грызть начала, вот и все. И совсем справедливо они тут кусачие. Так, опять записочки, просто, блин. Они бы, наверное, одной кат-сценой могли бы больше показать, чем 16 записками, которые ты, блядь, просто собираешь за 2 часа, я не знаю. Уважаемый доктор Эмерсон, в настоящем я официально прошу о выдаче всем сотрудникам, участвующим в приемке и ликвидации подобных экземпляров того же оружия, что есть у отряда по биосинтезу. Эти экземпляры менее опасны, чем наши биопродукты, но по моему мнению, оружие все равно желательно. Причины указаны ниже. Недавно некоторые экземпляры, мутировав, приобрели высокоразвитые способности к регенерации. Наша команда называет эти экземпляры бледноголовыми. Вот эти пидоры, которых я жгу, блядь, и на которых по 4 выстрела. Это бледноголовые. Мутация проявляется регулярно, но причина ее до сих пор не выяснена. Поразительная скорость регенерации бледноголовых делает трудным нанесение смертельного удара с помощью стандартного оружия. Но это, видимо, ножи, наверное, имеется в виду, либо пистолет. А типа дробаш это не стандартное оружие, блядь, и он нормально до него урон доходит. В случае какого-либо ЧП на нашем предприятии мы, к сожалению, не можем эффективно защищаться. Поэтому я прошу предоставить всем сотрудникам в отделе доставки и обработки более мощное оружие, способное уничтожать бледноголовых. Это позволит нам быстро ликвидировать угрозу и эвакуироваться в случае ЧП. С уважением и благодарностью, Габриэл Рид, менеджер по доставке и обработке. Как вариант, их можно просто какими-нибудь криокапсулами морозить, как бы, и норм.
Они будут подыхать. Так. О, ачивочка. Пальнем и ее, чё бы нет. Патроны. Так, а с какой стороны? Коридорчик. Знакомый. По-моему, вот тут прямо. Нет. Это не тот. Это не та собачка, это наркомановская. Что я собрал? Патроны, да? И порох. У меня там еще в нычке порох есть, кстати. А, для пистолета или для дробаша пойдет? Это либо усилитель, либо антиген. Что-то из двух. Образцы культуры. Какой, блядь? В стиле барокко, я не знаю. Образец антигена. Это Антиген. точно понадобится. Понадобится, то оно понадобится. Но будет отстой. О, ползет, сучка. На них сейчас много дробаша уйдет. На каждого по 4 патрона. А если их не сжигать, прикинь, сколько патронов вообще уходит. Они просто встают и все. Ну тут чисто как по спидрану, если их пробегать. Просто толкаться, бежать вперед, вот и весь расклад. Тогда да, можно много патронов сэкономить. Опять записка. Декорация. Снова записки. А давай, чё. Серьезно, они немного подзаебывают. Предсмертная записка ученого. Это произошло. Худший сценарий. Каким-то образом случилась утечка Т-вируса. По приказу доктора Барда я должен заготовить вакцину в больших количествах. Я подготовил культуру антигена к Т-вирусу. Теперь нужно добавить усилитель действия. И я получу достаточно вакцины, чтобы спасти всех выживших. Образцы усилителя хранятся в инкубационной лаборатории. По коридорам уже бродят подопытные. Но мне нужно как-то добраться до усилителя, пока культура созревает. Если я не вернусь, завершите процесс синтеза. Прошу, остановите эпидемию. Это меньшее, что мы можем сделать, ведь мы сотворили весь этот ужас. То есть с этой лаборатории сраной пошел весь замес. Травка красненькая тоже пригодится. Давай-ка мы, наверное... Нет, пока крафтить ничего не будем. Все просто собираем. Лутаем. Так, это тоже декорации. Но эти декорации имеют свойство вставать, так что нехер расслабляться. Колем, режем каждого. Сундучок. Это у нас, по-моему, кислотные. По-моему, у меня еще кислотных не было. Были мины, зажигательные были, просто взрывчатые. А кислотных еще не давали. Это что-то новенькое. Сюда, наверное, что-то запихать надо. А вот и источник питания. Ну, питание от этой двери. Она сейчас эту дверь откроет, и оттуда, естественно, давненько нету, ни месяца не было. Оттуда вылезет не месяц. Наверняка. Блять. Да ёпта, мать. Сука драная. Ну давай по стеночке. Мажешь, дохуя мажешь патронов. Потому что по логике Макс, вещей
Однажды у тебя получится. Я, блядь, в это свято верю. Потому что по логике вещей, когда они раскачиваются, они должны вот так вот покачивать головой. Но дело в том, что они иногда делают, допустим, 2 раза вот так, в одну сторону, или 2 раза в другую, или начинают двигаться и покачиваться одновременно. И, блядь, начинаешь ёрзать, ты начинаешь дергаться и выстреливать лишние патроны. Это бесит пиздец. Хочу что там поломать. Просто чтобы убедиться, то, что я, блядь, не совсем конченый. Чё ты? Запихивай этот дилдак. А где Немезис? Ку-ку, ёпта, открывайтесь. Кстати, а что за хрень? Почему она приложила руку? Там же, по идее, сканер, да? Ну, типа отпечатки пальцев, руки. Какого хрена? То есть каждый человек, который может туда подойти, может ёбнуть руку на это стекло и пройти просто? Или что? У нее какой-то, блядь, специальный доступ есть? Она ж просто ёбаный мусор. Ну, мент, как бы. Чё тебе надо, мент, блядь? О, как тебя распидорасило. Это тираны. Ну да. И такие тут эти, как голиафы. Большие и без членов, кстати. Вон тут опухоль шеи. Недоделанные, а тут ножки тоненькие. Но грудь большая. Вот это ничего. Макслок. Она вакцинирована просто. Зеленый статус. Да ну, при чем тут вакцина? У нее же отпечатки пальцев-то не изменились. Вот это вот неплохо похож на на фигуру шахматную конь. А с такой, как у нее, изящно изгиб спины. А тут у нас что? А тут уже с другой стороны другие экземпляры. Тут уже хантеры. Хантеры. Причем они одинаковые. Так это тут их делают? Ну да, что ты только поняла об этом? А хантеры вот одинаковые, тут вообще париться не стали, как бы не перерисовывать. Такое здоровенное сердце, как у слона. А тут чего? О, взрывчатка. А я уже накрафтил себе хуеты всякой. Глядишь, еще дадут. Будем надеяться. Это тоже сердце? Или зародыш какой-то? Ну поймешь. А это хуета. Ну, поехали на лифте, да. Это вот я, получается, на том балкончике стоял. Вышел с другой стороны. Тоже декорации. О, С дороги! я думал, она крикнет «Здорово!» Ну здорово, ёп, твою мать. А чего вот так много? Будем массово поражать. Ложитесь все. И жарим. Тихо, тихо, ну куда ж ты? Конечно, перезарядка это хорошо, но мы их пожарим. Патронов-то для дробаша все меньше. О, взрывчатонька. Ах ты мы ее. Чик-чик. Кислотные эти. Объединяем сразу, чтобы инвентарь не занимал. Да ёб твою мать. Так. Ватсон, вы дебил. О.
Давай, наверное... Ладно, 3 слота еще есть, хотя... Я жду, пока маленький порох дадут. Нужны патроны для дробаша. Так. Ну, тетя встанет. Прыгучая какая, как лягушка. Не вставай. Ты подлежишь. Устала, поди. Все. Наваливают, прям взрывчатки наваливают. О, порох. Это хорошечно. Сразу же делаем. Патроны для пистолета. Надо большой порох. Хули мне это стол, блин. Сейчас ничего с ними не сделаешь. Ну, почки, опять почки разных видов. Там вакцина, этот усилитель. Что еще есть? А теперь записки. Выражение озабоченности. Уважаемый доктор Франкль, позвольте сердечно поздравить вас и ваших коллег в европейском отделении Umbrella с завершением проекта Немезис. Это без преувеличения настоящий прорыв в изучении биологического оружия. Внедрить паразита в мозг тирана, чтобы контролировать его извне. Я восхищен этой революционной идеей. Тем не менее, как медик, я обязан выразить несогласие с подобным отступлением от принципов Umbrella. Используя паразитов, вы создаете опасный прецедент. Вирусы поддаются контролю. По моему мнению, против любого вируса можно создать эффективную вакцину. Конечно, при щедром финансировании и наличии достаточного количества экземпляров. Но можете ли вы сказать тоже о паразитах? Врачи тщетно пытались разработать вакцину против малярии. Паразиты, подобные плазмодию, генетически гораздо сложнее, чем Т-вирус. Только безумец сможет надеяться их контролировать. Возможно, в вашей стране считается нормальным покупать автомобили без тормозов, но здесь, в Америке, люди умнее. Я бы поспорил с этим тезисом. Впрочем, мы с вашей ученой степенью по экономике уже наверняка разработали великолепную маркетинговую стратегию, чтобы переубедить всех несогласных. С нетерпением жду вашего доклада на конференции в Берлине в следующем месяце. Мне же остается только искать медицинское решение этой проблемы, которую вы столь самоуверенно спихнули на нас. С уважением, доктор Натаниэль Бар. Значит, его зовут Немезис. На коробке игры было, блядь, написано, как его зовут. Конечно, да. Конечно, да, она не знала, как его зовут. Системник забавный. Так, вторая часть вакцины. Пробирка жидкость. Образец усилителя. Их добавляют к антигенам для усиления иммунной системы. Да. Ну, сейчас на обратном пути должны еще появиться враги. Просто так меня обратно вряд ли пустят. Было бы странно. Сейчас десяточек надо будет зомбарей крошить. Проверяем каждого. Ладно. Было бы прикольно, если бы просто вот ты сейчас идешь по этому коридору, резко бух, все, короче, лопаются вот эти вот капсулы, и все вот они выпрыгивают прямо за тобой. Ну, было бы прикольно. Сразу бы... Сразу бы сика уменьшилась в размерах просто. О, прикольно. Да, прикольно. Какая сука, блядь, двери закрыла. Заебись. Нихуя подачи мне напихали. Вы что хоть делаете-то? Охуенно. Ладно, 2 хантера. Нет, блядь, я не хочу этим заниматься. Давай сразу, на взрывчатые. Ау, я вниз поехал.
Я думал, я наверху. Давай, ниже, не ниже. Двери не откроются, пока этих хантеров не завалю. Давай-ка мы, наверное, поменяем заряды. Чего у нас побольше? 3 выстрела тут, взрывающиеся. Бля, кислотный больше так-то. Ладно, похер, давай. А где? Что за хрень? Почему бои не взорвались? Я хочу биться с хантерами. Заебись. Я же на легкий уровень не нажимал. Это что, блядь, рандомная хуйня, что ли? Ну, блядь, это странно. Странная херня. То они выпрыгивают на тебя, то не выпрыгивают. Такое себе. Это же херня с капсулами там, да? Макс Ланг. Текстурки. Подожди. Почему у меня одна пробирка? Одна. Интересное кино. Культуры, да? Потому они не выпрыгнули, потому что я, блядь, не взял ее. То есть меня загрузили, получается, с того момента, когда я только зашел туда, чтобы взять. А мне показалось, то, что с того момента, когда я уже взял эту пробирку, и все. Вот залуп. Кто-то думает, что странно, они выпрыгивали, а теперь не выпрыгивают. Ладно, мы люди не гордые, вернемся за пробирочкой и разъебем ханта. Значит, получается, по идее, наверху сейчас тоже чуваки должны пойти на меня. Тогда достаем дробаш. Ну да, тут и сундук еще не открытый. С дороги! А чё один? Давайте всех сюда. Во-во-во, кучненько. Давайте, в группке. Так, жарим. Там еще один. Вот этот станет быстрее. Блять. Он просто редкий, как понос, выскочил, блядь, и грызанул меня. Мудаки. Ссаные причем. Я сейчас выстрел просрал просто потому, что этот мудак неуклюже споткнулся. Хер тебе врыло, сраный урод. Но ты, блядь, сдохнешь, нет? Ну, хоть встает медленно. Все, наконец. Я думаю, с ним покончен. Иногда они очень быстро выпрыгивают прямо на тебя, блин. Кстати, не забывать надо то, что меня грызанули разок. Тут вообще, конечно, вообще в тему похилиться, конечно. Вот типа на членобитву с хантерами пошустрее бежать. Бла-бла-бла, прочитали. Зовут Немезис.
Блять, и тетя. Ну, как вот. На тетю я уже не успел. Давай, чё? Блять. Тетя, ты залупа. Задолбала нахрен. Ну там еще этот чувак не догорел, кстати. Так, давай, что тогда? Пиляемся этим говном. Чалька. Чалька, что я ресурсов до хера просрал, пока сюда дошел заново. Место-то хоть есть? Да, как раз одно. Давай-ка мы вот это дело. Вот с этим. А эту пижню одну оставим. И вот это с этим. Посвободней. Куда у меня взрывчатые появились? Первого знает. Образец усилителя. Их добавляют Да. к антигенам для усиления иммунной системы. Короче, второй забег что-то не очень получился. Давай сразу же мы переключаемся на тот момент, где у нас 5 зарядов. Все. Я готов. Поехали. Давай, упрыгивай. Опа, Степа. 2х сразу же. Норм? Слушай, ну чё, блядь? А, они еще не догорели, просто нормально. По ним типа хуёвенько урон прошел. Там еще кто-то вылез? Третий, блядь. Ну как тебе такое? Кислоты в рыло не хочешь? Падай. О. Кислота творит чудеса, я смотрю. Бля, выстрелов до хрена на них ушло. На всякий. Действуем наверняка. Яичишки ему поджарим. Чтобы это падла, если что, вдруг она встанет, чтобы она не смогла оплодить себе подобных. Если они, конечно, с помощью членов и влагалища размножаются. То мало ли, может, они там какими-нибудь животами трахаются или головами. Это же мутанты. Люди Икс. Так, посмотрим, что у нас. Что у нас по инвентарю? Патроны, но надо крутые какие. Но нужен крутой порох, чтобы скрафтить еще себе для выстрелов на дробаш. С этим печалька. Вот эту штуку мы, короче, выложим. Да и порох, в принципе. Вот так, наверное, сделать. Вариант. Давай, короче, на первый слот. Кстати, тетя у нас там что, не покоцана, но все ништяк. Гранатомета осталось не густо вообще. Четыре выстрела. 9 патронов для пистолета.
И где-то 10 патронов с дробаша. Патронов все меньше. Погоди. Вот эти, бляди, сейчас могут как раз не в тему вставать. Нет, это до сих пор декорация. Ну, ок, чё. Давай, сейчас, наверное, будет вот эта вот херня с пробирочками. Потому что тут их 3, а пробирок 2. Обнаружен посторонний материал. Видимо, я пропустила какой-то шаг. Какой ты, блядь, шаг пропустила? Может, их на месте вот в инвентаре надо сыпать, да? Сырье для вакцин. Ой, блядь, тоже мне шаг. Без комментариев. Это вся загадка. Идет синтез Я просто на шару 2 раза долбанул. 1 раз там и 2 раза там. Синтез завершен. А во второй части я минут 30 сидел с этими пробирочками. Пиздец. Это пиздец. Неоново. А если в ебло себе попадешь, ты куда, дура, тыкай? Надо на шее рубить. Зачем, блядь, в ебальник хуячить ножом? Вообще больная. Только не говори, что он меня еще и зародил чем-нибудь. Сбегите с комплекса. А в какую сторону же? О, вентиляция. Второй раз она уже бежит по вентиляции. Сейчас он ее будет наверняка кошмарить как-нибудь, да? Это гораздо проще. Опять за голову. Ну, естественно, тебе поможет пистолет. И только пистолет. Второй раз она ему ебуть, не стреляет без результата. Ногу отстреливай. Крыди себе ногу. А, надо как-то прожимать кнопку вовремя. О. Я не совсем понимаю, надо быстро, нет, не быстро жать. Что-то не очень пока получается. Не совсем понимаю, в какой момент надо прожимать. Когда этот круг начинает расходиться или когда он заканчивается? Бля, подстил мне еще дохуя. Охуенная мини-игра. Надо отстреливать ногу. Проще будет, чтобы не ебаться с этой прожимкой клавиш. Отгрызать себе ногу. Или ему язык, я не знаю. Ну делай ты хоть что-нибудь, ну блядь. Что за перетягивание каната, нахуй? Максвелл, ты чего не жмешь? Тут не надо быстро ее нажимать. Вот в чем проблема. Я не понимаю, в какой момент надо ее прожимать. Когда у тебя круг разжимается или что? Удерживать не вариант. А нет, подожди. Короче, надо было просто удерживать. Ой, блядь.
Я думал, надо прожимать, когда круг начинает расходиться, короче. Когда вовремя, типа, тыкаешь кнопку. Ну, типа, знаешь, эти мини-игры, блядь, забыл, как эти крутые моменты. В настройках удерживания не поставил. Да и хрен себе. Тут таких игр немного, так что. Ладно, подзатупил маленько, ничего страшного. Просто обычно в таких же этих таких моментах ты прожимаешь определенные, ну, какие-то клавиши, как бы в определенной последовательности, либо быстро тыкаешь там и все такое. Я привык к этой херне. А тут, оказывается, просто надо было жать вперед и все. Угу. Короче, я все сначала просрал, теперь опять у нас момент сбора лута. А что-нибудь покрафтим, помутим что-нибудь. Вот. Для дробаша опять патроны можно сделать. Не зря я хранил. Да ебись ты, блядь. Всё. Стой, по-моему, у нас там еще взрывчатая эта залупа была. Какая-то баночка была желтая, по-моему, да? Я выкладывал уже. Вот, пожалуйста. Вот и оно. Оставляю тут порох на всякий случай. Из чё? Выложим эти два штука. Крафтим себе горючку. Больше 6 не помещается. Ладно. Я не против. Главное, чтобы инвентаря и ячеек хватало. И все. Опять записка. Ликвидационный центр. Протоколы ликвидационного центра. Данное помещение предназначено для ликвидации результатов биоэкспериментов. НЕСТ-2. Мощные растворители обеспечивают ликвидацию любого биологического материала, живого или мертвого. При использовании ликвидационного центра соблюдайте все протоколы безопасности. Перед началом ликвидации убедитесь, что в помещении нет сотрудников. Всегда используйте предписанный объем раствора, независимо от размера или массы материала. Если материал реагирует агрессивно, не прерывайте процесс. Оставьте помещение наполненным максимум на 12 часов, а перед сливом убедитесь в полном растворении материала. Охуеть. Одна история охуительнее другой. Все, да? Без разницы, пойдем, давай сюда. Хранимся. Ну, стандартно, близок к финалу, в принципе, у меня несколько спреев, немного там патронов, немного ща. Что такое? Чему она там удивляет? Ну, это битва с боссом будет. Полюбе. Давай-ка мы, наверное, чтобы не бегать тудым-сюдым, мы, короче, тогда смотрим, что можно взять из полезного. Спрей, гранат, 2, а вдруг пригодится. Еще спрей. Вот так. И вот так. Я не знаю, это просто финальный босс или нет. Че спрей? Да давай, чё. Хер важно. А вдруг правда финальный. Потом касценами просто завалят и все.
Ну, тут может быть что-то какая-то нычечка. Нет. Ну, он там какое-то говнецо валяется, я смотрю. Разбросанное. Кто-то поднасрал кучками. Чуть. Оцена. Не медлись! Здорово, ёпта! Если я не ошибаюсь, я сейчас видел у него обрывки плаща. Мне не интересно, из чего сделан Немезис, мне интересно, из чего сделан этот плащ, то что он, блядь, такой живучий. Просто он неубиваемый, по-моему, лучше, чем сам мутант. О, что это тут у нас? Николай, не смей! Городу нужна эта вакцина! Больше, чем мне? Седой Колька оказался пидорасом. Ну, в принципе, он был изначально, как только он появился на экране, когда он завалил какого-то одного из участников оборонения, какого-то солдата, он уже показано было то, что он пидор. Так что, ну, прям интриги какой-то вау-момента нету. Как бы ты знаешь, кто у тебя главный антагонист всей игры. Ну, понятно. Сдается мне, что все уроки жизни, которые я тебе давал, были напрасны. Да, жизнь человека бесценна. Но я здесь, чтобы зарабатывать. Давай договоримся. Ты идешь и сражаешься с Немезисом, а я все записываю и продаю боевые данные. Устрой хорошее шоу, и, возможно, я отдам вакцину. Согласны? Отлично. Иронично. Кстати, она сейчас висела, у нее за спиной оружия не было. Она сейчас катилась по земле, у нее оружия не было. Там, где гранатомет мой? Где мой дробаш? Пистолетики всякие. Их нет. Теперь вот они появились. Недоработочка. mr.toaster. Куда ты потратишь бабки, когда все будут зомби? Без понятия. mr. Куплю тебе барбариса. Ну просто великий мыслитель. Давай-ка мы, наверное, дробаш, да? Въебем сейчас. Чё там, сильно, да, долбанул? Давай сначала дробовик. Джилл, это ты? Карлос? И все? Ты жива? Я Ну, буду пока да. направлять тебя. Где Немезис? Че его убрали? Куда он делся? Что за хуйня вообще с конценами происходит? У них оружие исчезает, у них Немезисы пропадают, блядь. Что? Это не дорисовка? Это специально сделано? Что за хрень? Отлично. Им что, было сложно горстку говна нарисовать? Вот какого вида? Он опять на забег пошел. Все понятно. Подождем. Тебе гости! Какие гости? Мне, блядь, не надо гости. Я, наверное, рановато, да? Рановато я потратил дробовик. Хотя... Почему бы нет? Порежем, ребят. Пока он тут носится. И сразу же мы на взрывчатку переключаемся. Че ты связать-то собираешься? Бегунок. О, для дробаша 16 патронов дали целых. И еще немного пистолета. Короче, погнали в центр.
Следа, ёпт, дурак. Может быть, вот в эти красные штучки надо пострелять? Угу. Что-то где-то происходит. Ну, допустим. Нет, что-то не то. Давай так. Первый, второй, третий. Четвертый, пятый, шестой. Блять, они опять горят. Хули надо, я не понимаю. Патроны столько просрал просто так. Ну давай сейчас он побежит. Попробуем его взрывом долбануть. Нет. Не, в него не попасть. Надо что-то где-то мутить. Какую-то хуету. Отсюда с этих штук ни хрена не выпало. Ну да. Стрелять, пока он мимо пробегает. Ну, допустим, вот тут одна. Нет, ему похуй. Похую. Вообще, абсолютно. Макслок. Тут так же, как было с минами. Но у меня мин нету. У меня нету мин. И... он, по-моему, быстрее бегает. Да. Я стреляю не вовремя. Ну зачем-то же эти красные штуки нужны. Ну бля, буду они для чего-то нужны. Какой-то последовательности, может быть, их хуярить надо. Пробовал по порядку. Нет. Цифр никаких мне не давали. Когда ты стреляешь, пока он бежит, это не катит. Нет, ему похуй. Хуяк, они обратно загораются. Че надо-то, я не пойму от меня. Давай еще раз. Блять, надо стрелять, получается, если в него, то надо стрелять на опережение. Но он же, блядь, как ебанутый тут носится. У меня граната позже долетает. Макслок. Стреляй по Немезису, чтобы он сел на трансформатор и... Угу. Ну давай попробуем. Точно. Он, короче, типа запрыгивает на трансформатор, потом ты стреляешь по этому трансформатору, его бьет током, профит. Понятно. Да. Попробуем его еще попади, блядь. Я хоть попадаю вообще? Ну да, с 0 патронов стою целей.
Я вот вообще в душе не буду, попал, нет? Я не слышу просто. Обычно по звуку ориентировался. Нет. Ебанутый босс. Пизду. Надо ли со ствола мочить это говно? Мгм. Допустим. Бля, ну сколько тогда надо ему с пистолета урона влить, чтобы он хотя бы просто до него дошло, то что я, блядь, в него стреляю. Пошел ты нахуй, козел. Женщина. Я на него, по-моему, выстрела дробаша меньше тратил. Разве нет? Блять, неугомонный какой, а? Че, дурак? Ну, допустим. По делам. И по делам ей. Не совсем понятно, короче, как его ловить, когда он как ебанутый носиться начинает. Я хуй знаю, что с ним делать. Надо очень много с с пистолета в него раз попасть. Что хоть как-то он сагрессивничал. Я в тебе было, сраный урод. Ну, урон по нему проходит. Допустим. Вот реально, у меня, по-моему, гораздо меньше дробаша патронов уходило. Сейчас почему-то у него вылетает урона дохуя. Ну, это понятно. Пусть погорит. Шила, Тихо. ты? Карлос? Там что-то можно было с ними сделать. Я буду направлять тебя. Отлично. Как ты будешь ее направлять, если нихуя нету? Слушай, ну он заорал. Он заорал, короче, и все эти штуки заработали. Берегись, к тебе гости! Это понятно. Давай, наверное, дробовик, да? Все равно он без меня не спустится. Он остановился, что ли? Он за номером 5! Ага. У него изменилось у него поведение. Блять, да дайте ее дожить, ты ебаный, ты дурак. Короче, я вообще не понимаю, как это говно действует. То есть, до этого он носился, а этот Карлос, он молчал. Сейчас он начал орать, то что он за 5-м баком. И значит, скоро прыгнет на тебя. Что за пидорство, блядь, я не знаю. Странно, ну ладно.
Макс Лонг, не сдавайся. Да я-то не сдаю, чё. Чай эти пидоры получат по заслугам. Просто игра меняет правила, которые только что установила. Это тупо. Джилла, Так, это подожди. Карлос? Нет, это ты, блядь. Ты жива? ты? Я буду направлять тебя. Отлично. Догоночку. Я думаю, ему пригодится немного урона. Вот, он начинает бегать. Берегись, к тебе гости! Допустим. Блять. Этот гондон шумит, и я не слышу, как ко мне подкрадывается сзади кто-то. Вторым баком! Понятно, я текаю. Я текаю и готовлю. Стой, стой, стой. Вот так вот. Опа. Как тебе такое? Лови, уёбка! А как я его могу порвать? Видимо, только так. Макс Лонг, они одноразовые, не трать время. Этот гондончик прогорит. Так, тогда мы на этом тогда сконцентрируемся, чуваки. Зажигаем. Все равно мне интересно, почему этот ебучий Папа Карло молчал в прошлый раз. Так, а тут лопнул, да? Я понял. Потрошки. Потрошки. Он опять молчит. Партизан ебучий. Может же быть такое, то что игра просто заглючила? Давай остановимся на время. Может он тоже затормозит. Ну все, по идее, кучки я все собрал. Ждем, чё? Вот как скомандует, так и это. Вот, кстати, у меня пистолет есть. Вот такой. Ставим его на вооружение. Давненько я хотел его применить. Номер 4! Я понял. Это не вопрос. Заебумба. Не совсем как я хотел, но сойдет. Ну, так норм-то прилетело. Он еще там бегает. Ладно. Тихо, тихо, ну ты, блядь, размахался. Нихуя не вижу, что происходит. Давай! Ага. Тут у нас как раз. Можно, кстати, вообще гранаты. Если я сейчас сдохну, то я гранаты эти Ты его почти выложу. забила! Гранаты я выложу, потому что они тут вообще ни У к тебя чему. гости!
Ну, для гостей дробовик. Справа! Что справа? Понятно, что справа. Ладно, вот тебе и справа. Блять. Уклонение, мать твою. Давай, запрыгни. Не туда. Ну заебай. Давай лечимся. Лечимся. Хуярит своим говном в разные стороны. Так, он бегает, наконец-то начал. Еще идут! Я думаю, догорит. Ну, слушай, ну ты прям ваншот и получается. Все, еще есть кто-нибудь? Нет. Перезаряжаемся вот этим добром. Да, у меня тут по одному выстрелу, потому что, блин, где-то выстрела 2 или 3 я просрал. Подождем, пока не осядет где-нибудь. Остановитесь! Я хуй знаю. Может, давай сработает триггер этот, когда я где-то здесь окажусь? Нет. Может, типа, когда в центре стоит, он тебя не видит. Поэтому не запрыгивай. Давай туда остановимся. Ждем. Что это у нас? Получается 7-я. 7-я, ну по... Нет, вот одна штука уже сломана. 4-я типа не сработает. Ну, давай на 8-ю встанем и будем стоять. По идее, он на нее должен приземлиться. Хули носишься-то? Бля, и Карлос молчит этот. Я хуй знаю, как его остановить еще. Охуенный босс вообще. Просто, блядь, с копыт. Который не работает. Я не знаю, что с ним делать. А, постреляем немножко. Я, говорит, буду тебе помогать. Кричать тебе, говорит, буду. Когда это? Когда норм. Когда стрелять в него можно. Опять босс наигнулся. Замечательно вообще. Как его активировать-то, блядь? Тупая хуйня вообще. Не знаю, давай подстреляем.
Только сейчас, по-моему, я попал в него. Я вот не знаю. Максло, ты какой-то баг ловишь. Я не знаю, почему он... Карлос этот молчит. Он один раз крикнул, или 2 раза, да, по-моему? По-моему, 1 раз он крикнул. И 1 раз он сам долбанул своим этим краном, блин. И все. Он не спускается и ничего не делает. Какая-то хуета. Ну это же пиздец. Давай стрелять по нему, я не знаю. Вот такое ощущение, что, кстати, если я дробаша мочу его, то я стреляю как-то вниз. Да. А у меня слишком быстро, медленно граната летит, а он не спускается. Точнее, не спускается, я не попадаю в него. Бот ваш не работает. Давай еще раз. Как вариант, с собой можно взять бесконечный автомат и просто на бегу попробовать его сшибать, если он заглючит. Другого у меня предложения нету, просто как его оттуда скинуть, если игра, блядь, мозги ебет. Ой, знаю, что это такое? Рейден какой-то. Сейчас посмотрим. Что за рейден? Такие пушки, кстати, они продаются в магазе за игровые очки. Каким-то макаром я уже успел насобирать там что-то 5000 с чем-то очков. Электрическая какая-то пуха. Ну давай возьмем тогда вместо нее. Что-то он долго перезаряжается. Странно стреляет. Давай вместо нее возьмем гранатомет просто. И попробуем автомат. Его надо откуда-то оттуда скинуть. Блять. Я не знаю, что за глюк, почему он не слезает оттуда. Вообще в упор. Конечно, сначала попробуем по-честному проходить. Встают, что-то, блядь, заряжается. Эй. Поймал. Кстати, наверное, похилиться нам. Хуй знает, попал, нет? Стой.
меня что-то... А, нет, это не у него перед ебальником загорается. Это у нас куча какая-то с активностью. Патрон. Джилл, это ты? Карлос? Так, вот срабатывает катсцена. Я буду направлять тебя. Отлично. Гаврики вываливаются. Берегись, к тебе гости! Давно ли, интересно, она при ударе ножом начала отпрыгивать? Он за 7-м баком! Так, ок. Где этот седьмой? Он за номером 7! Давай, порви, уёбка! Допустим. Надо было, конечно, пистолет себе ставить. Ну, допустим, да, где? Вот. Номер 4! 4. Не посмотрим, как он там подыхает. Надо максимально, короче, за короткий промежуток, походу, ему попытаться... Ой, блядь. Что происходит? Так, давай кидаемся. Что-то плохо дело, по-моему. Ну, как-то странно себя начал вести вообще. Не попал. У тебя гости! Пока Карлос молчит, значит бот работает. Блять, ты загоришься, нет? Все, и Карлоба, короче, опять молчит. Походу. Да, он заткнулся. А на тот раз он уже краном своим по 4-му баку долбанул. Вот этим вот. Ну давай, давай так. Ясно. Надо как-то высчитать время. Нет, рано. Снова рано. О, попал. Проблема в том, что он Отправляю кран. Поднимешь забагованный босс.
О нет. Ну же. У него только так. Давай. Джилл, назад! Слово опять. Ты что, Залезай! типа он сдох? Но такого быть не может. Я растворю уёбка в кислоте! Ну давай. Я же говорю, он еще не подох. Как терминатор его. Та-да-да. Дан-дан-дан. Отлично! Встретимся наверху! Ну что, Коленька, я иду. Оленька, блядь. Так, давай мы этот имбу-то уберем. Че, пистолет есть? Вот. Давай на быстрый доступ. Якорь. Ну и все. Надо забрать у него вакцину. Макс Лонг. ГГ. Да, к сожалению, этого босса по-честному было не пройти, потому что Карлос молчит, как бы. Он должен кричать там, долбить его по этим, но он не работает почему-то. Я не знаю, в чем дело. Поэтому пришлось схватить бесконечное оружие, чтобы хоть как-то это говно пройти. Вот это не моя вина. Характеристики оружия. XXX вымарано. Название проекта: ферромагнитный пехотный рельсотрон нового поколения. И будущий случай. Кодовое имя Фингер, палец. Главный разработчик, ведущий разработчик NES-2, полковник Гарнер. Вспомогательный разработчик, армия США, калибр 60 мм. Начальная скорость пули 6000 метров в секунду. Применение: подавление нового биоружия в случае эпидемии. Дополнительная информация: чрезвычайная огневая мощь позволяет полностью уничтожить цель. Отзывы: потрясная штука, тиран Бузит. Потрясная штука, тиран Бузит. Пригрозите ему Фингер пальцем типа, и будет проблема решена. Великолепная огневая мощь, не помешала бы более тонкая настройка. Низкая мобильность может стать проблемой и в полевых условиях. Может платформу улучшить. Требует несколько источников энергии, что сложно обеспечить в бою. Можете объединить источники. Это, видимо, может быть какая-то подсказка на будущую битву, наверное, я не знаю. По идее уже все. Немезенцев быть-то не должно, мы же его в кислоте утопили. Разве нет? Хотя порох дают до сих пор. Так. Что у нас есть? Только обычный порох и все. Это давай выкладывай. Возьмем ястреб. Дай хорош. На одну ячейку оставлю на тот случай, если порох найдется. Чтобы скрафтить дробаша себе. Круто у них тут забацано все. Всё кончено. Предатель. Отдавай вакцину, больной ублюдок. Не-не-не-не. Ты приносишь деньги, а я люблю деньги. У нас впереди еще много работы. И тетя Нина с нашего завода. И оливье люблю еще. Опусти ДМБ. пушку. Опять не месяц. Че долбануло? О, червячок. Слушай, по-моему, в третьей части в оригинале червь у нас появлялся что-то где-то в середине игры или даже ближе к началу. Там. Не, по-моему, в середине игры. А тут он вообще в конце его запилили.
Я помню то, что в оригинале мочился с червем где-то на задворках Ракун-Сити, блядь, я не знаю. Помню то, что он из земли там постоянно вылезал. Я на него еще до хрена патронов потратил. А тут вот... Либо это Немезис, я не знаю. Ну, похож на человека. Либо Немезиса так распидорасило, и он потолстел. На маковках отъелся, наверное, сука. Ладно. Неплохо. Ты хоть когда-то видела подобное? Данные Не. о нем стоят миллионы. Но... сама понимаешь, город вот-вот взорвут, а жизнь человека бесценна. Удачи! Николай! Коля, нет! Останови Николая! У него вакцина! А как же ты? Время на исходе. Я справлюсь. И не сомневался. То есть до этого у нас Немезис кружил. Мы сколько на него должны были патронов просрать. Потом сразу же, если я понимаю, это второй босс подряд. Тебе между этими боссами только дают один спрей и один порох. И все, и сохранение. Заебись. Чумовой расклад. Слушай, чтоб ты знал, это последний, блядь, раз. Надеюсь. Одолейте существо. Как? Точнее, чем? Ага, вот и тут всякие патроны дают. Я понял. Надо подумать, чем в него стрелять для начала. Давай так попробуем. Это не поможет. Не поможет. Может быть, эти штуки надо заправлять? Нет. Надо куда-то в него стрибануть. Хотя подожди. Вот, какая-то штука есть. Сейчас мега... Заебись. В натуре классно. Мега пуху дали. Вау. Бля. Ну это, мать его, серьезный агрегат. Хуя, голубей. Он похож на матку чужих. Черт, не хватает питания. Понятно. Бегаем, запихиваем вот эти блоки поочередно, чтобы восстановить энергию. Ай. Ну ладно, все понятно. Вы, говорит, погибли. Погибли. Так, погибли. Короче. Давай-ка мы хилов побольше просто возьмем. Выложим вот это. Нож, наверное, не пригодится сейчас. И вот этот пистолет. Мы с собой лучше возьмем травы. Нет, подожди. Это лишнее. Вот это возьмем. Вот так вот сделаем. Чтоб слот поэкономить один целый. Возможно, его надо будет добивать с пистолета, ствола там. Возможно, вообще все патроны в ход уйдут. Но у меня есть 5 спреев, накопленных за игру. И одна хорошая хилка. Давай, наверное, попробуем с таким раскладом его завалить. Секунду, сейчас я подойду.
пропускаем эти катсцены. Заебись. Заебись, в натуре классно. Достаем мега дилдак разрыватель вагин 2000. Бум. А чё сразу такую куртку не дали в начале игры? Я с ней побегал. Эпично же было. Черт, не хватает питания. Надо, короче, посмотреть, куда, в какую сторону он замахивается. Противоположно бежать. А, видимо, не получится. Все так просто. Не дает. Ой, пиляем. Вот так вот. Потихонечку, да, мы будем закатывать только вот эту херню. Он еще кислотой швыряет. Шикарно вообще. Он поймал и сломал мне позвоночник. Ну не сукари. Так. Делаем то же самое. Выкладываем лишнее. Пистолеты. Нож. Слотная может пригодиться. Блин, ну вот это так покруче будет. Давай мы, наверное, вот так вот выложим. Так, берем максимальное количество хилов. Крафтим сразу же. Да, блять. Крафтим сразу же вот эту пижню. Что у нас еще есть? Полечиться. Это. Травки. Ну и все, в принципе. Так, у меня еще один слот свободный, точнее 2. Мы сейчас в него пекаль и запердолим, сожрав одну траву. Кинопредира. Ложись спать, скоро в ночь идти, блин. Я уже ночные отработал. У меня сейчас отцепной. На работу мне послезавтра. Так, ну все. Вот такой расклад, короче, мы сохраняем. Вот на этом месте. Самое оптимальное, короче, то, что можно сделать. Стой, быстрый доступ. Кинопредира. Мне бы так. Так а что, у тебя выходные тоже скоро будут? Сейчас сколько? mr.тостер. А мне в понедельник. Я крутой. А мне тоже, кстати, в понедельник с утра. Если мне в понедельник выпадает с утра, то значит в пятницу мне тоже с утра. Там и такие вот, короче, дни. Это понедельник и пятница. Как здоровье? Да чё, насморк, но с горла уже не болит. Иногда температура поднимается. Так. Так, вот так вот, наверное, да? Быстрый доступ. Да, тут у меня нож стоял, ну нормально. Достоял мега дилдак. Заебись. Кинопредира. Мне дал YouTube сейчас вкладку сообщества, это хорошо? Что там делать? Вкладки сообщества ты можешь устраивать голосования, какие-нибудь вопросы задавать там,
В основном, в принципе, голосование и что еще? Какие-то просто анонсы, допустим, делать роликов. Такое вот все. Ну, не знаю. Я и особо не пользуюсь. Один раз вопрос задал, как бы, типа там аудитории, какие игры вам больше всего нравятся. Ну, это не очень активно все. Но в творческой студии Ютуба пишут типа то, что пользуйтесь вкладкой сообщества для продвижения роликов из своего канала, типа заинтересовать и увлечь свою аудиторию. Ну, я как смотрю то, что каналы, которые смотрятся людьми, типа там, я не знаю, какой-нибудь Бэдкомедиан, допустим, там, он, допустим, выкладывает фотографию, анонс ролика, пишет то, что там такого-то числа, допустим. Кинопредира. Короче, полезная вещь для меня. Да я бы не сказал, что прям очень, ну, ты можешь, допустим, спросить у своих подписчиков, к примеру, какой тебе ролик следующий запилить по какому фильму, допустим, вот так можешь сделать. Почему бы нет? Сам посмотри, насколько оно полезно. Так, а что если по чуть-чуть двигать? Так, лечимся. Опасность, потому что близка. Блять, опять ваншот. Ты заебал просто. Нет, я не хочу включать легкую игру. Кинопредира. А это идея. Сейчас проведу соцопрос. Да. К примеру, игровые каналы спрашивают, какая игра, допустим, следующая будет на канале у ребят, у подписчиков. Допустим, так они делают. Вопрос, конечно, на миллион. Как от этого ваншота уйти, чтобы эта курва меня не схватила? Черт, Перекаты, может быть? Пропускай. Пиздёж этот тупорыл. Так, первый раз он ударил. А второй долбанет. Лечимся. Там кислота, что ли, на полу? Я не совсем успел рассмотреть. Да, слушай. Вот такой рукой, короче, он меня хватает. Так, он красным горит. Это типа предупреждение, то что он может и сваншотить, да? Тихо, валим, да блять. Козлина ебаная. Видимо, когда руки у него красным горят, он типа может тебя захуярить, короче, по-резкому. Видимо, так. И этот типа момент надо просто переждать. Возможно. Я могу ошибаться. Заебись. Можно это пропустить? Мне задолбалось это одно и то же смотреть. Так, додвигаем первую херню. Так, раз подача.
2. Дальше. 1. Лечимся. Кстати, он не сильно меня долбанул. Ну давай, на всякий случай. Случаи бывают разные. Тихо. Максло. Вот, давай подальше Стреляй, держаться. блин, понимала? Чё ты делаешь? А что, стрелять даже надо, что ли? Ну ладно. Я думал, просто надо как бы это. Недостаточно. Надо заряжать же пушку, правильно? Максло. Шишки. На, по шишке. Не вопрос. Максло. Это же резидент. Ну точно. Верно, ты подметил. Что, понравилось? Еще хочешь? Точняк, блядь. Ты его мочишь по шишкам, и эта падла тебя не атакует. И ты спокойно задвигаешь это говно. Че я затупил-то, блядь? Остался один источник питания. Сейчас задвинем ваш источник питания. Бля, реально затормозил. Это же резидент, мать его. Тут все по шишкам боссы убиваются. Питание активировано. Ну а теперь здоровенным делдаком его пердолил. Тогда все куда проще. Я думал, надо, блядь, уворачиваться, как мышь ебаная тут, я не знаю. Все еще куда проще. Но он реально на матку чужих похож. Прям в рожу ему вставляй, да-да-да. Я же говорила, лучше отъебись. Лучше отъебись. Бум. И все. Короче, этот босс вообще ни о чем получается. Аривидерчи. Привет. Ой, блядь, эти реплики, короче, ну, блин, я не знаю, они бы... Лучше бы они, нахуй, вообще бы ничего не делали. Что у нас еще? Слоты пустые, наверное, не остались, да? Давай посмотрим, может, что влезет еще. Гранаты нет. Все, это не влезает. Как обычно у нас по стандарту время на этот... На убежать, короче. Все, ничего не лезет ко мне. Инвентарь перегружен. А сюда как? Ну, тоже можно, слушай. Я думал, прямо это, по туннелю надо бежать, который я проделал в дыре, в стене. Нельзя позволить Николаю уйти с вакциной. Ну да, где таймер? Надеюсь, Обычно Карлос таймер остановил. запускается. Обычно еще и таймер запускается. А, вот теперь, наверное, он пойдет. Так, во второй части мы на лифте поднимаемся, либо спускаемся. Я Сейчас не смогу будем догнать бежать. его. Будем бежать через толпу всяких ебак. По дороге сохранения еще, да, всяческие будут. О, нет. Карлоса ебанули. Ну да. Ты меня не остановишь. Это ведь твое, да? Но! Представляешь, что натворил? Сраный ублюдок. Плевать, Там совершенно. Мой клиент поручил мне уничтожить Амбреллу. 10 минут до ракетного О, удара. ракета запущена. Мне пора. Прощай, Джилл Валентайн.
Жаль, ты не прислушалась, когда еще был шанс. Карлуха, отожми ключи. Ну и стреляй в него, что ты? Стреляй! Она что, блядь, сама не догадалась, что надо обязательно крикнуть об этом, чтобы ты стреляй. Блядь, отец. Не могу! Тебя заденет! Ну подойди ты, ёбни ему в упор в башку просто. Ну что мешает? В брюхо ему. Эй, жестоко оставлять тебя в мире без Карлоса. Слишком жестоко. И Карлоса тоже в голову ёбни. С ним что? Правда, а что мешало? Что мешало? Просто Джилл подойти и выстрелить этому клоуну седому просто в голову, пока тот его держал. Нет, надо было, стоя на колени, прицельно выстрелить ему куда-нибудь хотя бы. И Карлоса почему-то... Карлоса отнесло. Примерно на метр он упал. Они как-то разлетелись в разные стороны. Она что, блядь, взрывными стреляла? Я не понимаю. С учетом того, что у обоих бронежилеты одеты, кстати сказать. Это же броник? А нет, просто жилетка. Своя цена. Даже на мир в огне. На кого ты работаешь? Расскажу. Вон там значок, блядь, посмотри внизу, на кого он работает. Просто чуть ли не на четверть экрана, блядь, на Umbrella значок. А она у него спрашивает, на кого же ты работаешь? Блядь, на почтальонов, нахуй. Почта России, ебать. Если вытащишь меня, заплачу сколько захочешь. Или отсосу. У Карлоса. Ты дура! Дура ебана. Если я умру, тебе не узнать правду. Всем так похуй вообще на твою правду. Поработаю немного детективом. И пафосно улетит в закат. Добивать надо таких козлов. То, что ракета долбанет, это как бы не факт, то, что он еще не успеет слинять оттуда. Джилл, ты цела? Нет, блядь, не цела. Но половинку летит. Вот и она. Бум. Красота-то какая! Лепота! Надо держаться за поручни. Все кончено. Пока, городишко. Городишко. С зомбиками. Городишко с зомбиками. Когда жар взрыва окутал нас, я чувствовала холод или пустоту. Столько смертей. И причиной им был не вирус, создавший монстров, Люди. а жадность. Человеческая жадность. А нахрен с собой на этот Да, осколок я таскает. решила. Пепел Ракун-Сити станет и пеплом Амбреллы. Я уничтожу их. Раз и навсегда. Мгм. mr.тостер. Ля концовка, как в контровертик взрыв классика. Да, стандартно, пафосно улетели в закат, разъебав весь город, короче, ну и так далее, со всеми вытекающими. Ну, хрен знает. Угу. Капсула разбитая осталась. Ну да, она же с ней улетела.
Сразу светло на улице. Ранг С. Сохранение 43, смертей 31. Неплохо. Поподыхал немножко. Набросок существа. Вторая форма немезиса Б. Ну, картинок, короче, дали разных. Понятно. Магазин открыт. Теперь можно купить товары в игровом магазине, куда можно зайти с главного меню. Валюту для открытия предметов можно заработать за прохождение игровых испытаний. Смотрите их на странице рекорды. Рекорды тут. Ой. Короче, на ранг S надо игру пройти за 2 часа 30 минут. Там, наверное, катсцен только 30 минут будет. Ну ладно. Посмотрим, что за рекорды. Получить достижение. Убейте врагов из пистолета. Это я не сделал. Меткий стрелок. Убейте врагов из пистолета 200 штук. Получите все достижения, и тогда тебе что-то, наверное, дадут. Что дадут, неизвестно. Награда, модель чего-то там. Ну, картинку дадут, может быть, даже оружие какое-нибудь. Вот здесь, вот в этом магазине, ты покупаешь вот эти как раз медальки, хуяльки, вот это говно, короче, которое у меня было уже в самом начале. Только вот на пистолет не хватает при прохождении. А штурмовую винтовку ты типа можешь взять. Нет, пистолет только, на пистолет хватает. Ты типа дважды проходишь игру 8260. И тогда у тебя несколько раз, короче, игру проходишь, и тогда у тебя вот остальные оружия открываются. Понятно. Продолжить. Ну это опять катсцен. Не, спасибо. Возьмем, включим на ад. И возьмем с собой. Ну так чисто 20 минут побаловаться. Возьмем с собой сраную сраную ракетницу. Блин, наверное, долговато придется, да, до туда бежать. Камня до ящика. А это кто? Я ебет вообще. Что это за хрень? Надо выбираться. Ну сюда. Что за... Охренеть. Хочу автомат попробовать в действии. Как он работает. А то за всю игру даже автоматика не дали. Поюзать. Хотя он тут есть. Он и был, кстати, автомат почти в самом начале оригинала давался.
Ладно. Стас! Статян! Пропускай. Какого хуя? Слушай меня. В вестибюле начался пожар. Джилл! Сюда! Брэд! Начало долго. Ты как? Да, нормуль. Не Всё переживай. произошло так быстро. Я не знаю. Но беда никогда Так не чисто приходит побаловаться. Возьму сейчас оружие. Стрелять уже нечем. Где этот Автомат, гранатомет. И эту вот электрическую пушку посмотреть, как работает. Это какой-то сон. Как столько людей могло заразиться? Как он кверх? Тут тебя уже... Первый зомбарь тебя тоже валит. Вот как на аду играть. То есть у тебя, короче, от них уйти вообще шансы сокращаются в 4. Бля, нет, идите в пизду. Не хочу я заново эти все катсцены смотреть. В очко. И хуй бы с ним, кстати. Но я могу... Ну ладно, нет. Не будем ничего загружать. Бонусы, картинки, смысла нет смотреть. Ну, короче, вот. Вот и закончили мы эту игру, наконец-таки. Что сказать по поводу, блин, ну... Это тоже хороший продукт, скажем так. Со своими грехами, куда же без них. Вторая часть тоже была не без грехов, но она, по крайней мере, ну она все равно, блин, самая крутая. Вот ремастерит второй части самая клевая игруха. Третья часть, она слабее тем, то что мало загадок, это раз. Боссы проще, чем основной геймплей. То есть, по идее же должно быть наоборот, мобы должны быть легче, а боссы сложнее. У боссов должна быть тактика, еще какая-нибудь херня. Тут у боссов практически тактики никакой. В основном, ну, ты встречаешься с сколько там, 2-3 босса, по-моему, за игру, да? И это в основном не месяц. А во второй... Макс Ланг. Ее сделали больше экшоновей. Да, тут ты добавили какие-то блин, эти моменты, то, что надо прожимать кнопочки, то, что ты откуда-то должен убегать вперед, назад. Во второй части это было только фишка с крокодилом, когда ты назад убегал, по идее, и все. Загадок мало, чуть-чуть бы они, если бы они добавили хотя бы немного, ну, не знаю, 2 хотя бы, 3 загадки более-менее интересные, чуть-чуть бы, ну, хотя бы продлили бы геймплей, допустим, на полчасика. А кому-то, кто долго с загадками возится, и часик, допустим, почему бы нет? Добавили бы небольшую локацию, тоже бы не повредило. Потому что тут в основном что? Ты бегаешь по городу сначала, потом ты бегаешь по канализации, тоже крохотной локации. Почему-то они взяли со второй части немного этого полицейского участка, потом немного опять канализации, потом больница, и все, и как бы ты уже мочишься с боссом, ну, перед больницей, как бы. Ну, короче, тут коротенькие, маленькие локации, и до хрена в них зомби напихали. То есть ты в основном пачками их мочишь. На самом начале 1-2 попадается, потом по 6. Ну, хрен знает. Во второй части они как-то равномерно на тебя наступали, там по одному, максимум по 2, по 4 собаки на тебя бежало, с этим я согласен. Ну, не знаю. Там была фишка, вот то, что ты там, как в классических вариациях игры, как бы, ты брал ключи какие-нибудь, бежал с этим ключом, потом начинаешь вспоминать, так, этот ключ сюда, эту дверь я не прошел, ага, возвращаемся назад, здесь выкладываем,
чтобы решить вот эту маленький мини-квест там и так далее. Тут квестов нет, тут чисто мочишь и мочишь, топишь на пролом, как бы бежишь в основном по коридору, никаких у тебя даже лабиринтов, ни хрена нету, как бы. Даже сраный лабиринт в городе не сделали. Крохотные локации, как бы. На пользу явно, по-моему, не пошли этой части. Боссы легкие, серьезно. Просто вот какие-то элементарные. Мне тяжелее было биться с этими, с обычными мобами. Вот эти вот трясущиеся, блядь, головы. Куда сложнее попасть, чем, допустим, ты шарашишь по этому здоровенному немезицу с гранатомета просто. И патронов всегда хватает на него. То есть взрывчатки дают достаточно, чтобы именно ее сэкономить и нормально навалять по щам немезис. То есть у тебя нет такого, что ты там с ним чисто... У тебя там 20 патронов, и он на тебя летит. Возможно, на сложности там Кошмар, Ад там и так далее, там гораздо хуже все дела обстоят. Ну там вообще, в принципе, должны быть дела хуже обстоять. Меньше лута, меньше патронов и ограниченное количество сохранений. Ну хер знает. За 8 часов она пробегается, в принципе, как и вторая часть. То есть внимательно, если все осматривать, поподыхать немножко там и так далее, как бы она также проходится, как и вторая часть. Просто надо не забывать то, что у второй части у нее есть два сюжета. За Клэр и за Леона. И которые тоже проходятся по 8 часов. Примерно по 8. То есть фактически она как полноценная вторая часть, если ты, допустим, не стал бы проходить второй сюжет. Просто вот как-то так. Но единственное, что локациями, конечно, у них тут беда. Они очень просты. А так вполне неплохая часть, как бы хуже, чем вторая, тем, то, что мало загадок и легкие боссы. Чуть-чуть бы посложнее боссов, ну, на полголовы посложнее боссов. И немножко загадок, парочку хотя бы добавили, было бы шикарно вообще. Так вот, как-то вот так. Ну и тут я вот баг словил, когда Немезиса там по кругу скакал. Я не знаю, может быть из-за версии игры, то что там с матами, то что русская музыка играет, может быть они тем самым катсцену наебнули и не проверили это, но в описании на торренте ничего не было такого. Не написали то, что там баг в таком-то месте. В комментариях тоже ничего не писали. Но ок, я взял, доскачал. Слава богу, не купил, вот честно. Такие игры надо, я думаю, с торрентов проходить, потому что, ну, не знаю, full прайс за нее отдавать тяжеловато. Сердце будет колоть вот так вот, покалывать чуть-чуть. Жалко Макс денег. Ланг, это модов у тебя куча стоит, не качай. Ну, я вообще просто... Как? Я открыл торрент, я не знал, что там моды. Я открыл торрент, русский язык есть, ок. Почитал комментарии, все работает, без проблем. Раздающего благодарят. Ок, давай ставим на скачку. Скачал, поставил, включил, есть русская озвучка. Еще лучше. Не обязательно надо будет весь этот бред перечитывать, озвучивая, потому что иногда они бла-бла-бла трепятся очень быстро, и ты субтитры не успеваешь прочитать и начинаешь как Тина Канделаки трещать, короче, и не совсем все понятно. Вот, а тут озвучка есть, я такой, ну давай, окей, скачаем. Вот, а тут оказалось то, что опять же, как и во второй части у меня попалось то, что уже в сундуке всякой херни накидано. Купил за 800 рублей вторую. Купил также и третью. Хз, что тут дорогого. Ну вот смотри, ты 800 рублей, ну я, допустим, вторую купил сначала на плойке. Я за нее отдал на второй плойке уже со скидкой. Почему-то, кстати, она только вышла, и буквально через 2-3 месяца на нее скидка появилась. То ли праздник какой-то был, то ли что-то такое. Я заплатил за нее 1700. Люди, которые хотят поиграть в игру, в ремастер, который они пройдут за 8 часов, хороший ремастер, я не спорю.
они за нее будут платить на консолях где-то 2300, 2800 примерно, на ПК уже в разы меньше, ну, допустим, по косарю. Вот ты раз за 8 часов отдаешь 1000 на ПК, 3 на консоли. Второй раз отдаешь 1000 на ПК, 3 на консоли. Почему бы не скачать? Зачем? Ну, действительно. Макс Ланг. На консолях 1005. Ну, может быть, сейчас, но я, короче, брал. Я помню эту фигню, то, что я вот на 4-ю плойку покупал вторую часть. Она сначала, когда вышла, она стоила 2800. И потом, короче, я помню тот момент, то, что буквально 2-3 месяца, какой-то короткий промежуток времени прошел, я аж удивился. Что за хрень, как бы, почему за такой короткий, вроде только недавно игра вышла, как бы, а сразу же у тебя уже скидка появилась. Я такой, ну окей, но пока скидка работает, надо брать. Как бы. Вот, сразу же я взял, прошел залпом за оба сюжета, и как бы круто, молодцы. Макс Ланг. Потому что я не против поддержать разработчика, так же, как и тебя. Просто жду распродажу. Я тоже не против поддержать разработчика. Серьезно. Главное, чтобы цену не ломили, как бы, а так норм. Какие-то игры я покупаю, какие-то нет. Я, допустим, вот на 4-ю плойку у меня только на одни игры тысяч, наверное, 30 слито. 30 косарей вот так отстегивал нахрен за 7 лет. Может даже больше, я не знаю, я не подсчитывал. Но игр там у меня до хрена как бы купленных, и минимальные цены там были что-то там 1200, по-моему. Вот средний ценовой диапазон, я их покупал где-то 1200, 2800, вот примерно такие вот цены. Вот в таком вот ценовом диапазоне я брал эти игрушки. Вот, и их до хрена как бы брал. Я всегда ждал скидки, как бы, и так далее. Потом все-таки вот я обзавелся ПК, и если есть возможность немного сэкономить, то почему бы и нет. Главное, чтобы игра была рабочая, и вот. Что-то я беру, и на этом, как его, я в Steam покупаю, в Epic Game и так далее. Не против, конечно, разрабов поддержать. Это как раз фишка в том, что тогда игры-то будет делать. Бесплатно никто не хочет работать. Все хотят хоть на чем-то заработать. Но иногда как бы разрабы охуевают. Вот, допустим, вот этот вот магазинчик. По-любому продавали какие-нибудь бандлы, когда у тебя сразу же заряжено очков какое-то количество, чтобы купить оружие. Запросто. Не зря тут какие-то магазины начинают прививать. Это уже не очень. Это уже звоночек. То же самое Ubisoft пытаются продать половину тебе игры сначала, и потом продают частями еще потом. То есть в итоге ты получаешь ты покупаешь у них. Если ты хочешь нормально половать в игру от Ubisoft. С юбиками, например, тут согласен. Рублей за 600 норм. Да, до 1000, в принципе, вот до 1000 рублей купить игру на ПК, это нормальная тема. Я вот, допустим, когда с консоли пересел, я много сидел на консоли. Я когда пересел с консоли на ПК, я просто был первые, наверное, полгода в ахуе вообще от стоимости игр. 70 рублей, 80 рублей там, по 50 рублей. Это пятихатка, блядь, даже то же самое. Это вообще, это очень дешево. Я привык просто на 4-ю плойку покупать игры за 2 рубля, за 2500, за 1500, за 1700, с учетом даже скидок, нахуй, скидок. Это пиздец. То есть, да, я понимаю, консоли дешевле стоят, но игры на них дороже. ПК стоят дороже, но игры на них дешевле. Лучше, естественно, купить ПК, но потом не париться, как бы. У тебя весь Steam, как бы. У тебя есть Steam с дешевыми играми. Макс Ланг. Ну сейчас уже 7,8 рублей на 5 плойку. Ну я смотрел. Макс Ланг. Бокс удобен подпиской. Я смотрел, короче, на плойку. На плойку игры, ну... mr.toaster. А я давно тебе говорил, надо быть ПК боярин. Да, ну...
Я все не отваживался собрать бабла и пойти себе взять комп дорогой. Это все-таки, блядь, 100 косарей, это ебаные деньги, как бы. А консоль-то уже вот она была. Только бери, доигрывай, заряжай, как бы, и вот. Но, как показывает практика, да. Я бы сэкономил и купил бы себе давно нахуй комп. Вот и все. Бокс удобен подпиской тем, что там хорошая подписка на старые игры. Ты платишь немного денег, и тебе богатейшую библиотеку дают с консолей Xbox 360. Ну и вам там какие-то игры перепадают, насколько я заметил, но их немного. В основном на 360. Но 360 Carabox это хорошая консоль. Там очень много игр, вот прям зачетных, которые хочется проходить. Не зря они сейчас ремастеры пилят и пилят и пилят, как заведенные. Crysis 1, 2, 3. Dead Space, блядь. Сейчас, что там еще? Alan Wake, ну, куча игр. Они не хотят делать новое. Они могут тебе продать старое. Просто чуть-чуть с подтянутыми текстурами. Они бы могли эти текстуры взять и бесплатно это сделать. Для обладателей купленной версии оригинальной. Вот и все. Они могли бы это сделать, но уважайте типа чужой труд, платите бабло заново. Они нам сейчас по идее скармливают те же самые проекты, только с минимальными затратами. Люди берут. Макс Лонг. Ведьмака бы 1 и 2 хоть на движ 3 перенесли. Да, было бы прикольно. Сейчас в конце ноября, если я не ошибаюсь, выходит трилогия GTA. Это будет заебись продаваться. Просто за хорошие бабки. Там, по-моему, что-то на компе она будет стоить около 2 косарей. Они на этом хорошо поднимут бабла. Прям вообще с копыт. Она у них как горячие пирожки разойдется. Vice City, San Andreas. 3-ю часть не очень будут охотно люди лобать, но Vice City и San Andreas это будет пушка, бомба. Да чего угодно, можно как угодно называть, но это будет продаваться. Потом, скорее всего, беседка активируется, Fallout начнет пилить ремастеры. Да? 3-й, 2-й, New Vegas там и так далее. Да до хрена чё. У нас сейчас, по идее, уже получается 2-е поколение ремастеров выходит. Новых игр практически не делают. Они продают то, что уже работает. Так выгодно. Пожалуйста. Тот же самый Resident, 2-ю, 3-ю часть. Молодцы, конечно. Прямо поставили на новый движок. Полностью перелопатили все. Макс Лонг. Но с 3-й частью... New Vegas разве беседка делала? А, нет, там другая студия. New Vegas другая студия делала. Да. Та же студия сделала у нас Outer Worlds, по-моему, называется игруха. Я не помню, как компания называется. Но у них тоже вот этот Outer Worlds до сих пор ни скидок не бывает, ничего, как бы людям нравится. Типа хорошая игра, очень похожая как раз на New Vegas. Макс Лонг. Obsidian. Obsidian? Ну да, возможно. А Obsidian делали еще что-то? Что-то прям название такое знакомое. По-моему, они еще что-то пилили, не знаю. Макс Лонг. Я Outer Worlds купил за 350 рублей по скидке. А я что-то как не наблюдал. Постоянно что-то вот она стоит 1900, по-моему. Вот ценник прям держится и пиздец. Не падает нихуя. По крайней мере, мне не попадалось. Ну, я не знаю. Может, типа по праздникам ее продают как-то, хуй знает. Ну 350, вот что это? Что это за 450 рублей, блин, для игры, которую ты будешь херачить где-то часов 30. Obsidian теперь студия если Microsoft владеет, вроде. А сейчас Microsoft становится монополистами, они сейчас Sony так раком загнут, то что они еще прикуривать начнут.
посасывая со второй стороны. Потому что плойка все. Макс Ланг. Была скидка и был купон от АПК. Пятые плойки они хоть и продают, но они с косяками их продают, они греются. У них проблемы с геймпадами были, я слышал. Потом у них они сейчас лишаются эксклюзивов. Skyrim, Oblivion, Morrowind. Ну это беседка. Беседка Skyrim, Oblivion, Morrowind, Elder Scrolls. Они также завтраками кормят то, что шестая часть скоро выйдет. Все это обсидиан. Подожди, я не беседка ли делал? Беседка это у нас палач, это у нас Skyrim. Ну не Skyrim, The Elder Scrolls. mr.toaster. Разве? По-моему так. Не, ну я могу ошибаться. Дело в том, что я не этот такого Fallout и Skyrim. Skyrim я, наверное, поиграл, может быть, часа 3. И как-то не привлекла на меня особо. Не знаю. Fallout Макс, тоже особо не ломал. Ну, беседка теперь тоже Microsoft, так что все одно. Да, Microsoft становится монополистом, чтобы плойку загнать. mr.toaster. Ага, беседка. Sony теряет свои эксклюзивы. У них сейчас кроме Last of Us, God of War и Человека-паука Insomniac, которая... У них больше ничего не осталось. Они все продали. Консоли плохо продаются, потому что сейчас проблема с чипами на рынках и так далее. Плюс еще цена довольно-таки дороговато сейчас стоит новая консоль. Раньше как? Консоль это было доступно для всех по цене. $300-400. Это, кстати, тоже считалось дороговато, ну, допустим, $300-400. И все. Ты покупаешь на нее игры, тебе не надо париться с системными требованиями и так далее. Игры подгонялись разработчиками под консоли. Сейчас иначе история. Сейчас консоли пытаются догнать ПК по мощности, но, естественно, они проебывают. И игры на них дороже. Ты сэкономишь в одном месте, но, естественно, проебешь в другом. Макс Ланг. Человек на самом деле очень унылый. Я хз, что он людям понравился. Мир максимально пустой. Все люди в нем просто стоят статично, как в старых играх. Я, допустим, точно помню, что Человека-паука я покупал за 2800. Прошел его. Выполнил все почти задания. Почти все. То есть вот эти вот сайд-квесты, основные квесты. Ну, если бы не было сайд-квестов тупорылых, типа там перемочи всех, поймать каких-нибудь голубей, блять, тут пофоткай, здесь пофоткай. За 10 часов. 10 часов реально. Их хваленый мир, короче, он проходится 10-12 часов, не больше. Вся сюжетка. А Моралеса сколько они, блядь, за 5 косарей продавали сюжетку, блядь, которую можно пройти часа за 2, за 3, за 5, по-моему, что-то такое вот. 5000. Хуяк, все, плати. И они же еще как раз и под выпуск делали 5-й PS-ки. PS5, вот Майкл Моралес, то есть ты, короче, полтинник отдать за консоль. Геймпадик, естественно, купи второй. Почему? Он же пригодится. Как же консоль, там, файтинги, всякая херня. Вау. Консоль без второго геймпада сейчас уже... Ай-яй-яй, иметь. Надо обязательно второй геймпад, который тоже 7000 стоит. Плюс еще игрушку купи за 6, за 5 800. Там такие примерно цены. Они еще будут их поднимать. Сейчас еще какие-то... Вот сейчас, по-моему, ценник растет. Я смотрел то, что даже на скидочные игры подписан на группу просто ВКонтакте до сих пор. Надо, кстати, от нее как-нибудь отписаться. Там, допустим, игра стоила Persona 5, допустим. Тоже, кстати, по-моему, является до сих пор эксклюзивом, если я не ошибаюсь. Может, ошибаюсь. Короче, не суть. Persona 5, допустим, она стоит 3400 стоила, стала 4300, ну или 3800, вот такая вот. То есть они хлоп-хлоп-хлоп потихонечку. Примерно косарик на каждую игру со скидкой продаваемую они накидывают. Ну не суки ли вообще?
Sony очень жадная фирма, я считаю. Обратной совместимости на консолях предыдущего и этого нынешнего поколения нету. Никаких подписок, ни хрена. Старые игры тебе не поломать, серваки они закрывают на третьей плойке. Макс Ланг. Политика у Sony и Nintendo отвратительная. Nintendo просто... у них кроме Марио, Metroid и... Что там у них еще? Покемонов, блять, или что-то в этом роде. У них больше ничего нету. У них козырей нету в рукаве. Вот они поэтому и скупают тайтлы, блять, всякие там, я не знаю, проекты, чтобы запилить их на свитче. Почему там вышло Diablo 3, думосики всякие выходят и так далее. Они сами себя, скажем так, перешагивают. До этого же у них никогда не было такого. mr.toast. Да, вот точно. Зельда. Марио, Зельда и Metroid. Раньше Nintendo никогда себе не позволяла других разработчиков, сторонних игр, не делать себе мультиплатформу. Nintendo никогда мультиплатформенной не была. Но теперь, как появился Switch, который хоть маломальски тянет игры хоть какие-то, типа Ведьмака, Диабло и так далее, они начали, короче, как раз еще и на этом зарабатывать. Все в ажуре. Макс Ланг. Так альтернативы портативности не было. Да, к Сейчас, сожалению. благо, Steam появится. Я, короче, наверное, все-таки возьму себе Steam Deck среднюю версию. Денег, наверное, подкоплю и возьму. Обойдется, по-моему, если не ошибаюсь, 38 косарей. Это будет, я думаю, хорошая портативка. И тут очень сильно утрется Switch. Просто. Потому что у них игры стоят по 5 косарей, скидок никогда не бывает. Графончик, хуёнчик, вот они обосрутся со своими LED-экранами новоиспеченными, потому что про версии еще неизвестно, когда выйдет. Зарядка у них опять же хуёвенькая. А тут Steam как раз на арене цирка появляется и начнет их дрючить и хвосты в гриву. В Steam, потому что игры дешевле. Ты сначала платишь, как с ПК, то же самое будет. Ты сначала платишь дохуя, потому что, ну как дохуя, в принципе, Nintendo Switch новый образец стоит, по-моему, 32 штуки, а за среднюю версию Steam Deck ты заплатишь 38. 6 тысяч разницы всего. И зато ты потом по 20, по 50 рублей бесплатно даже игры можешь потому что брать. И все. И Steam, точнее не Steam, а это как вот Switch улетит в пизду. Опять же, Nintendo останутся на том уровне, когда у них были чисто только вот Nintendo Boy, вот эти вот фанатики Марио, Зельды и Метроида. Я не спорю, игры-то тоже интересно, у них интересная механика, геймплей интересный, но, блядь, 30 лет фанатов кормить одним и тем же, ну это, по-моему, пиздец. Что будет интересно, когда фанаты состарятся? Ну просто вот, тупо выйдут из этого, выйдут из строя, блядь, поумирают, короче говоря. Что они будут делать? Новых не факт, что они привлекут. Вот поэтому они начинают скупать, ну точнее, покупать права, выпускать на своем свитче игры, которые доступны для всех. Делать мультиплатформу. И все. Им потому что иначе не выжить. Их закопают. Они просто со своим дорогим свитчом полетят в пизду. Средней по паршивости, я скажу, консолька-то. PS Vita гораздо лучше была в плане том, что она была более износостойкая, скажем так. А тут у них там джойконы ломаются и все такое. Всякие стики летят. Экранчик хуёвенький. Батареи наебываться начинают. В этом плане как бы Sony портативки делали лучше. PSP сколько лет жила, до сих пор живы PSP. Вообще без проблем. Хуярят, только бьет. Единственное, что экранчик маловат. Vita тоже консоль была бы неплохая, если бы ее развивали. Но она как-то родилась, походу, мертворожденной. Покойничек родился, они его особо не подтягивали. Выпустили стартовую линейку и барсик. И потом хуйца забили. Думали и так прокатит, но нет, не прокатило. Плюс еще я помню то, что она дороговато стоила.
Что-то я помню, когда хотел ее взять, но не с рук, а с магазина я хотел PS Vita купить. Она стоила на тот момент, по-моему, в магазине 14, по-моему, косарей. В итоге я, короче, нашел на Авито чувака, съездил в другой город и купил ее за 6. Прямо с картой памяти, со всех дел. Ну и в итоге она у меня... mr.toaster. ПСК какие-то неудобные, как портативки. ПСК какие-то неудобные. Что за ПСК? Что ты имеешь в виду под словом ПСК? Поясни. mr.toaster. А, плойки-то? Удобные. Про плойки, ну не знаю, вполне все удобно. Вита хорошо в руках лежала. mr.toaster. Пски. Вита хорошо в руках лежала, и батарея у нее достаточно неплохая была. Плюс еще этот, как его, сенсорный экран нормальный. Я вон сколько там вазика бегал, там у меня часов 200, наверное, вазика только в одного набегано. Я на этой, как его, на виде там проходил оригинал третьего Резидента на английском, правда, языке, без русской локализации. Опять же, по стандарту, там, с первой плойки Castlevania Symphony of the Night. Тоже, блядь, купил, на английском оказалось. Ну, там RPG, там надо на этом. Я в английском не сильно, там надо на русском. Потому что это, мать его, RPG. Надо знать, что тебе пишут. Либо со словариком сидеть. Sony делает неплохие портативки. У Nintendo это, в принципе, раньше было. Сейчас они растеряли куда-то этот боевой пыл. Потому что у них Nintendo Wii U с этим здоровенным гробом такое себе. Она практически не зашла людям. Плюс еще они ценник, естественно, выкрутили. Тут фишка разрабов в том, что надо как-то удерживать баланс ценовой и качества. Цена-качество. Чтобы по качеству не просесть. И цена, чтобы была приемлема. Потому что если слишком много закрутить, покупать не будут. Если слишком дешевую сделать пластиком, еще чем-то, тогда... Упс, они начнут ломаться, люди начнут предъявлять, сдавать по гарантии. Я так понимаю, то, что на свече сейчас основная проблема — это джойконы. Самые хлипенькие, вот эти вот соединения, куда джойконы вставляются, они наебываются часто. Плюс еще экран, они не очень продумали, как то, что в док-станцию вставляется. Ну, естественно, цена игр. Просто ты заходишь тоже там. В прошлом-то году, по-моему, тот же самый Марио, я как-то залез, посмотрел. Марио 5300. Древняя игруха 5300. Плати, играешь. Игры неплохие, я согласен. Но, блядь, камон, из года в год. Это жадно. И Sony жадно, и Nintendo жадно. Microsoft там это попроще. Но майки, они потому что не такие жадные, они потому что у них бизнес на другом основывается. Это не совсем игровая индустрия у них. У них железки они продают. Железки, программки и так далее. Они на этом в основном бабки делают. Игры их мало интересуют. Но они тоже там не дураки. Они просто взяли сейчас и скупают и студии разные и так далее, чтобы становиться монополистом. Чтобы просто потом Sony нагнуть с эксклюзивами их. И все. Где, ну, естественно, разрабам, где больше заплатят, туда они пойдут работать. Кодзиму, по-моему, они сейчас это тоже Microsoft выкупают. Кодзима уже там что-то какие-то точки подписывает, чтобы на Microsoft работать и забацать какой-то охеренный этот бандл. Ой, бандл, блядь, какую-то охеренную игру. mr.toaster. Они уже, как я понимаю, Sony нагнули.
Ну, в принципе, да, может быть, еще не до конца. Но они, наверное, скорее всего, нагнули, раздвинули булки, но пока еще зашли только на пол Федора. Остается только толкнуть, короче, и спрыгнуть потом. Вот и все. Раньше что, третья плойка, она же тоже была такая же хуевая, как и коробок 360. Просто Sony вовремя подорвались и начали лепить дохуя эксклюзивов. Поэтому начали третью плойку покупать. Четвертая, чисто это ремастеры в основном и так далее. Плюс еще дешевизна, она была чуть дешевле и практичней, чем Xbox One. Но в итоге-то, по сути, Xbox One их все равно нагнул. Со временем, не сразу же. Потому что у них есть обратная совместимость. А плойка пожадничала эту хуйню. Они решили обратную совместимость не делать, и так сойдет. Но нет, не прокатило. Не прошло. Людям нравятся тоже старые проекты. Все хотят типа купить консоль, поставить одну, а не иметь несколько. Вот тут в ящике, допустим, вот у меня в ящике валяется в одном PS2, во втором PS3, в третьем PS4. Люди хотят, чтобы вот взять, поставить ее как системник, одну плойку. И чтобы на ней шли все игры, которые ты хочешь полобать. Особенно если ты любишь конкретно Sony, допустим, то, что она делает. Было бы гораздо удобнее. Это бы продавалось действительно. Дешевые игры, почему бы нет по обратной совместимости? Но нет, у них другие планы. Как-то так. Ладно, что, давайте будем завершать. На этом как бы третья часть все. Завтра, наверное, запилим стрим. Хочу добить вечером Кену. Макс Ланг. Завтра, наверное, вечером добиваем Кену. Чтобы уже... mr.toaster. Для Наверное, ББ всем. чтобы на дневные стримы, чтобы Crysis, наверное, полобать первый ремастер. Там у нас еще скоро выходит House of Ashes. Игровое кинцо. С Серегой полобаем. Червячок Джим у нас второй также на PS1. Ждет, не дождется. В закромах моих папок. Тоже. Ну, посмотрим, как что будем запускать, в какой последовательности. Ладно, давайте, ребят. Всем удачи.